У тебя хватит денег? Россиян массово разворачивают на границе с Грузией. Что-то мне с утра так грустно стало. Я пошел и купил машину. И я смотрю вдаль, и вдоль улицы 3 бабушки лежат. Вы что, дураки, с песком фоткаться? И через пару секунд я такой, блин, я хочу с песком сфоткаться. Поехали за миллиард. Я такой, мои зайки. Я как хулиган, который забор не может перелезть. Сиван или истина? Зовешь девушку в кафе и говоришь, бери все, что хочешь. Она говорит, хочу все кафе. Я хочу, чтобы голограмма моя выступила в Москве. Пропаганда, пропаганда, пропаганда. Вечерний Ургант. Неожиданно. Это, по идее, самый главный монумент Еревана, Да. но тут гигантская стройка. Ну, вообще, я обычно вожу вон туда, на последний этаж из достроенных. У меня система выработана, я каждый день сюда вожу людей. Я даже в какой-то момент написал под сторис, что все, в следующий раз платно вожу, типа 10 тысяч драм с фотографий, 5 тысяч просто я подожду. И мне человек 5 написало, давай. И я подумал, блин, может, не надо юмором заниматься, может, нужно на каскад водить. Но поскольку ты в Армении недавно, всего 2 года, с нами будет хачатур. Не, ну хачатур это я через 10 лет, поэтому я специально нанял человека, который может вот так на будущее интервью. Я первая знакома с хачатуром. Нет, я первый. Хачатур сказал фразу, которая определяет, для меня отношение Армении к всему происходящему ужасу. Он сказал, говори по-русски, русский не виноват, что им Путин разговаривает. Очень красиво. Ну вот, кстати, это в Грузии всегда рулетка была для меня. Я когда там жил, я не понимал, на каком языке начинать говорить с таксистами, потому что я мог начать на русском, например, и мне цокали и вот так отмахивались, потому что после моей гамарджобы идеально. Естественно, они со мной по-грузински продолжали говорить, и я им говорил, если, извините, а можно... Они прям такие сразу, некоторые. А бывало, что я, научившись этому, начинал говорить по-английски, я говорил, sorry, can we maybe там English? И они такие, сынок, ты что, ты зачем со мной так? Ты меня обижаешь этим, мы там одной страной были. Это для меня все время рулетка была, на какого таксиста попасть, угадать, с какого языка начать с ним говорить. Здесь в этом плане намного легче живется, комфортнее внутри, да, потому что здесь к русскому языку. Тебя не путают с государством. Да, и на стенах нету ничего такого, что тебе напоминает, почему ты здесь и куда тебе нужно идти, да. Какие 5 вещей инопланетянам нужно рассказать про Армению? А что им рассказать? Они всегда тут. Мы придумали инопланетян. Мы инопланетяне. Подожди, Гард. Инопланетянин прилетает, и что мы ему должны про Армению в первую очередь рассказать? Какая она? Я бы сказал, что гостеприимная, добрая, вкусная, теплая страна. Добро пожаловать, инопланетяне. Они прилетят сюда, потом отсюда не улетят. Они останутся. Это же метафора на айтишников, что многие действительно рассматривали Ереван как транзит, но многие здесь остались. Нужно им дать гату, конечно, поесть шашлык. Ой, мы коту сейчас будем есть, да? А можете рассказать, пожалуйста, или это какой-то секрет ваш именно? Ну, секрета нету, все сложность в руках. Да. У каждого по-своему получается. Значит, тесто – это мацон, яйца, сахар, чутка любви и ненависти. И ненависть. Это для теста. Так, хорошо. Яйца черной курицы. Только черной курицы. Вот И спроси. чуток ванилин, чтобы перебить топленое масло. Чувствуешь ненависть, которую он вложил в тесто? Да. Любовь, ненависть, Ну, это в тесто. сиван, Чуть-чуть. Что он сказал? масло, Ванилина? сахар, ванилин. Боже, как это вкусно. Это действительно вкусно. Значит, смотри сейчас, как я скажу. Паревзес Гарджан. Баровзес. Мы снимаем в Ереване, в Армении, в твоем клубе. И надо сказать, что ты один из немногих россиян и комиков, у которых в 22 году уже был запасной аэродром в виде этнической родины, и ты умудрился использовать этот аэродром не только как промежуточное место, но и как действительно дом.
я всегда уточняю, что не я один открыл, это еще Андрей и Эдом, мои друзья, а также Карен и Рита, наши инвесторы. Это скорее потребность была наша общая, потому что мы когда переехали, мы поняли, что много комиков сейчас здесь будет, и надо где-то централизованно выступать, и мы ходили по разным барам, пытались примериться, чтобы хотя бы открытые микрофоны делать там, но где-то не договаривались по расписанию, где-то не договаривались по декорациям каким-то, и в итоге к нам подошли как раз Карен и Рита и сказали: вот, мы хотим открыть бар, приходите. Я подумал, что здесь ничего не может быть, потому что было просто узкое место, без вот этих лавочек, без сцены. Тут раньше стрип-клуб был вроде. Вот. И я сказал: ну не, наверное, нет. Они сказали: а что нужно сделать? Я говорю: ну хотя бы сцену для начала залить. И они почти сразу залили сцену, и потом закупили стулья, столы. Но это оптимальный вариант был для нас тогда, потому что это лихой 22-й, лихая весна, май, и мы вообще не понимали, что делать. И я еще параллельно мотался в Грузию. У нас был там великолепный проект, который назывался Villa Stage. Это огромный дом мы сняли, трехэтажный, в котором комики выступают. Это то есть вы еще с деньгами были тогда? Ну, уже вот расставались с последними. Там Костя и Вася вложились в основном в Villa Stage, но это был потрясающий проект, потому что мы решили сделать в Грузии, в самый разгар вот этого всего, дом, где русские могут угорать. И мы вложили все свои деньги там, ребята, и мы там жили. И на этом же этаже, где я спал, проходила караоке-пати, то есть это вообще какой-то сюр невероятный. И, ну, Villa Stage недолго продержалась, но потом через год они сделали там Бухари Клаб, и это уже нормально. Ну вот, и у меня был момент, когда я действительно был такой, знаешь, когда у меня был, я что-то делал клуб в Тбилиси, делал клуб здесь, и такой: вау, вот это мы заняты работой. И это очень помогало, кстати, справиться в первые месяцы после отъезда, потому что ты концентрируешься на делах, на каких-то дедлайнах, на открытии, еще на чем-то, но не на том, что происходит. Шекшини, шители, динары, тенки или танги, фуны, кени или просто московские деньги – это не полный список денежных единиц, который упоминает русский путешественник и купец Афанасий Никитин в своих записках «Хождение за три моря». Поразительно, но в 15 веке, когда не было ни международных банков, ни устойчивых валют, тверской купец с легкостью ориентировался в десятках названий на незнакомых языках, переводил одну валюту в другую и даже проворачивал выгодные сделки. Например, купил в Персии коня, доплыл с ним до Индии, там продал втрое дороже за местные деньги, в общем, как бы сказали сегодня, обогатился на курсе. В последнее время соотечественникам Никитина, которые хотят выехать за границу, приходится совершать не меньше манипуляций, чем купцу 500 с лишним лет назад, как минимум для того, чтобы придумать, как оплатить перелет. Забронировать номер в гостинице, арендовать машину, да и просто чем-то расплачиваться на месте. Ведь для всего этого карты российских банков теперь не подходят. Решение, к которому прибегают многие россияне, открыть карту зарубежного банка. Но за ней тоже придется ехать за границу. А это время, нервы и деньги, причем немалые деньги. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как сделать такую карту проще и дешевле. Сервис MasterCard КЗ помогает открыть такую карту в одном из крупнейших банков Казахстана, причем дистанционно. Получение занимает всего несколько дней. Вы сразу же сможете привязать карту к российскому номеру телефона, подключить ее к Google, Samsung или Apple Pay и пополнять с любого российского счета. Кроме того, можно дополнительно открыть еще и брокерский счет и начать, ну или продолжить инвестировать в иностранные акции. Карта подходит для любых финансовых операций за рубежом. Покупки в интернет-магазинах, бронирование в отелях, оплата сервисов вроде Netflix и Spotify, снятие наличных для аренды автомобиля, она тоже годится. Сегодня получить казахстанскую карту можно, не выходя из дома. Но правила, как вы знаете, могут измениться в любой момент, и тогда открытие счета станет доступно только обладателям ВНЖ Казахстана. Так уже случилось в некоторых других странах. Так что если вы думали открыть такую карту, но руки все никак не доходили, то сейчас самое время. Тем более, что по промокоду
промокоду Гордеева все услуги по оформлению карты обойдутся на 30% дешевле. Так что переходим по ссылке в описании, связываемся с менеджером и делаем свою жизнь значительно проще с картой зарубежного банка. Нас не пустили с камерами, потому что сказали, что здесь нельзя снимать. Но на телефон можно снимать. Они не учли, что можно лучше снять на телефон. Первый выпуск, который в ТикТоке выйдет, кстати. Мы идем, значит, в храм Гарни. Это единственный языческий храм, который располагается на территории постсоветского пространства. Очень красивый. Если, Екатерина, вы поднимете глаза, вы его увидите. Это второе место, наверное, после Севана, куда всех возят. Потому что недалеко от Еревана и красиво. То есть наш визит – это какая-то одна сплошная скука. Потому что все время едешь по тем местам, где ты уже много раз бывал. Но тебя первый раз сюда не пустили с камерой. Да. Сейчас первый раз. Это действительно влияет, видимо, вайб вот этого иноагентства, потому что это невозможно. Ну, то есть, чтобы меня куда-то не пускали. Ну, на самом деле, я правда много здесь был. И вот удивительная черта этого места, что здесь в любое время года очень красиво. То есть тут, когда снег даже, безумно красиво. Когда осень, очень красиво. Мы сейчас в жаркое время, когда чуть-чуть выгорела листва, но все равно, классно. Слушай, а это правда, что ты до 22 года вообще никогда не бывал в Армении? Да, я очень хотел. Но у меня каждый раз были какие-то, там, я не знаю, дела. Я не отдыхал, мне кажется, лет 7 я работал просто без перерыва. У меня отпуска не было в целом. Вот квадрокоптеры знаменитые армянские, да, летают. Вот при этом с квадрокоптером можно? Да, мы, кстати, первые придумали квадрокоптеры. Как государственные, да. В целом, я считаю, что квадрокоптеры облетели этих людей, которые нам запретили снимать. А почему вы придумали квадрокоптеры, как это вышло? Мы же все придумали. Да. Смотрите, собственно, это языческий храм, туристы. Вот там бани, про которые Хачатур говорил, где мылись цари. Я первый раз приехал тогда в 22 году, и был снег еще. И это было в начале марта, и я потом узнал, что март называют гижамис, типа бешеный месяц, что там каждый день погода разного дня, и даже гадают иногда девушки, они загадывают дату в марте в начале, и какая погода будет в марте, такой год будет. И я приехал какого-то там 13 марта, 22-го, и был снег, и я подумал, что меня обманули вообще со страной, что я всю жизнь представлял не ту страну, было очень холодно, слякоть, я был в каких-то легких кроссовках, и я ходил и думал, какой кошмар. И потом я поехал в Грузию, и у меня там друг Костя Широков, и он снимал что-то в горе, огромный коттедж, и я помню, я приезжаю сюда из снежной Армении в снежную Грузию, мы едем с таксистом в гору, и мы не можем подняться, у нас машина просто из-за того, что там еще резина летняя, и мы просто не можем подняться, и мы вот так скатываемся. И я просто еду, это первые дни моей эмиграции, и потом я вернулся на 2 недели в Россию сделать паспорт, и потом я приехал в тепло, и все, я влюбился навсегда в Ереван, и до сих пор и в Армению, и мне очень нравится погода любая, и когда холодно, и когда тепло. А когда ты перестал думать, что это ненадолго, ты сюда заехал, а потом вернешься? Что это временно все? Я первые 4 месяца на автомате снимал квартиру в Москве, просто потому что я не мог поверить, что я ее никогда не буду больше снимать. Я снимал однушку на 1905 года, до Арбата нашего, где стендап-клуб был, там полчаса пешком идти. И я думал, я не упущу эту квартиру, и я просто посылал, там никто не жил, я 4 месяца просто платил там 50 тысяч рублей, посылал. И был момент, когда я пару месяцев жил, и у меня была съемная квартира в Грузии, в Тбилиси, в Ереване и в Москве. Но также стремительно у меня и запасы кончились денежные из-за этого, и в какой-то момент я понял, что все, деньги кончаются, и я с болью в сердце отдал квартиру в Москве, потом вот в Грузию меня перестали пускать, и то есть методом естественного отбора я остался в Ереване. В это довольно трудно поверить, но тяжелый високосный 2024 год катится к своему завершению. Сейчас все будут подводить итоги. Для меня один из самых важных итогов этого года в том, что мы с вами стали чаще встречаться лично. На моем необычном стендапе много личного. Там мы и плачем, и смеемся. Недаром же стендап необычный. И много-много обнимаемся. Самые последние стендапы будут 29-го в Гамбурге, 30-го в Дрездене, 1 декабря в Праге и последний 7 декабря в Риме. О том, как купить билеты, по ссылке в описании к этому видео. Приходите, увидимся. Это древняя купель. Вот здесь можно почитать. Вот царская баня. Вот, Катерина, вы меня спрашивали, кто здесь мылся.
Цари. Вот, все, я нигде не соврал. Действительно, царская баня. Все, что мне говорили, за что купил, Вот за то и каждого из них продаю. по-гречески Талас, Глав. их имена. Тетис, Океанос, Эрос. Таласа, Таласха, это талстерапия, я знаю. Главк, Тетис, Эрос, Потос, Орумис. Орумис. Орумис, Дуртунюн. Я удивлен, кстати, что еще не открыли памятник Д'Артаньяну, потому что, ну, всех должны, кто на Ян, мне кажется, должны приурочивать к тому, что это армянское что-то. А я тоже всегда думала в детстве, что на самом деле Д'Артаньян, ну, вот Гасконь, это где-то в Нахичеване. Да. Чисто ростовская тема. I'm sorry, mister, can I ask you about this? What do you think about this place? I don't have idea. No idea, yes? No idea. But beautiful or what? I think just a temple can live. Thank you very much. Я думаю, это по интересу, наверное, второе интервью в мире после Дудя с Лебедевым. А ощущение дома? Я покупал кому-то магнитик из какой-то поездки, и в какой-то момент я задумался, а где мой холодильник стоит, вот, то есть, на котором мне магнитик, и понял, что нету пока такой страны, что я могу там в Испании купить магнитик Мадрид, но и остаться жить в Мадриде. То есть у меня сейчас такая жизнь, что вот мне куда ВНЖ дадут, куда что-то, я вот там и остаюсь жить. Но в какой-то момент Ереван стал для меня действительно домом, местом, где я могу перевести дух, и я действительно скучаю по Еревану. Мне кажется, это важный показатель дома. Я когда приезжаю, мне тут комфортно, я сразу прохожу в аэропорту мимо этих таксистов ужасных, такой, ой, мои, и они такие, поехали за миллиард. Я такой, мои зайки, какие вы молодцы. Потом поругаюсь с кем-то еще по пути, ну все, я дома. И вкусно поем, и хорошая погода. То есть, тут я действительно считаю, что тут лучшее место для тех, кто переезжает в плане адаптации. Вот это люди впервые видят квадрокоптер. Это, кстати, удивительное событие. Вот снимите, пожалуйста. Это вот видите, называется «Чудо природы». Это дело в том, что это ребята из Северной Кореи. Им объяснили, что это стрекоза армянская. Can I do also? Yeah. Also in the video. Okay. Video for what? Okay. It's from China? Yes. Okay. Ни хао. Ни хао. Дело в том, что я вырос на творчестве Гуфа, поэтому я знаю китайский. Ты не был на китайской стене, ты не был в Китае, ты не видел мою бабушку, ты меня не знаешь. Скажи, а вы первый раз выступили уже здесь, Да. в апреле, да? 22-го? Да. По-моему, в марте я уже начал сидеть во всяких разгонах, а потом у нас был первый большой концерт, где был я, Артур Чапарян и До Овсепян, полный зал театра кукол. Вообще потрясающе. Я думаю, до сих пор лучшее мое выступление в Армении, хотя было первое. Нас так тепло встречали. Страшно было? Нет, я очень мандражировал, но мне было очень интересно, как отреагируют. Апрель 22 года – это вообще не то время, когда можно шутить. Слушай, когда у тебя вообще не остается денег и надо что-то делать, ты пытаешься монетизировать то, чем ты зарабатываешь, и я считаю, ничего в этом плохого нет, если ты в театре кукол выступил просто стендапом для иммигрантов, которые тоже уехали и тоже ищут, чем бы себя занять, чтобы с ума не сойти. У меня такое и было, когда война началась. То есть я каждый день выходил в течение 2 недель, я выходил на улицу, я искал, где собираются люди. И были моменты, например, когда я помню, я поехал на Китай-город, и я опоздал минут на 10 на сбор, и уже никого не было. И я иду по, Моросейке на Китай-городе. И просто пустота, никого нету, и только автозаки. Представляешь? Видно, всех уже разогнали к моему приезду. И я иду один, и дофига автозаков. Я смотрю на космонавтов. Они смотрят на меня такие, ну что ты, дурачок? А я иду и такой, тут автозаков в несколько раз больше, чем меня. Я просто вот так прошел вот так вот зачем-то. Я такой, что я вообще пытаюсь сделать? Что я делаю? Ну, я еще рассказывал про то, как мы с порнофильмами ходили. Это было в День памяти Бориса Немцова. Это вот день, когда я, наверное, решил, что точно все, потому что у подруги был день рождения, и она шла с цветами, и я с ней шел около
Храма Христа Спасителя, к нам кто-то подбегает и говорит, с цветами туда вот так нельзя. Я говорю, что, почему? Он такой, с цветами не идите, там завернут вас с цветами. Девочка просто идет с цветами. Я говорю, что, почему? У меня день рождения. Он говорит, не, лучше туда не идите, там сворачивают всех, кто с цветами идет. И тогда еще, знаешь, наложилось то, что нельзя говорить «мир», нельзя говорить «нет войне». Я думаю, блин, уже и с цветами нельзя. И типа вы вообще все решили убить, что девчонка просто идет с цветами. Оказалось, что там на мосту цветы там всех крутили и вязали, и они все цветы приурочивали к этому. Потом я встретился с ребятами из порнофильмов, и мы пошли на какой-то мой стендап. И у всех такое оцепенение какое-то было, ну уже была такая атмосфера такого, что что-то происходит, и какой-то вот конец всего. А у меня было платное выступление, которое я не мог отменить. Какие-то все вот так вот какой-то в прострации сидят в зале, и я в прострации выступаю, и мы вышли. Я говорю, блин, странное выступление. Они такие, ну да, что-то как будто людям не до этого. И мы пошли с ними, значит, гулять. И мы думали, что народ будет собираться. И где-то в районе Кузнецкого моста уличные музыканты узнали Володю и говорят, о, Володя, и он такой, да, можно я сыграю? И он вот так берет гитару и играет, я так соскучился, и это пройдет, там, с переходом. И он это играет, и никого нету вокруг. И я помню, вот так смотрю, и я думаю, блин, сегодня вот как никогда должны быть люди здесь. И это как будто главная альтернативная панк-группа, и солист берет в центре Москвы гитару и начинает петь. Это пройдет, и вот сейчас должно быть вокруг 1000 людей, которые такие, да, и мы прям должны, ну я не знаю, там площадь рядом, мы вот рядом, вот все рядом. А в реальной жизни оказалось, что Володя вот так берет гитару, я это снимаю в Инстаграм, и еще стоят рядом аниматоры в костюме какого-то жирафа, коровы, еще кого-то, и они снимают вот эти штуки, такие, о, Володя! И стоим, короче, 3 аниматора животных, я, менеджер группы порнофильмов, гитарист группы порнофильмов и уличный музыкант. И вот так вот, знаешь, вшестером 3 животных и 3 человека смотрим, как Володя такой, это пройдет! И никого нету больше. И он вот так спел, мы вот так, эти лапками такие, похлопали, и все. Ну, пойдем. И мы что-то куда-то пошли, дальше что-то поели и разошлись. И я помню, я прихожу домой и такой, ну нет, я не могу ничего сделать. В этот момент у тебя депрессия началась? Мне кажется, нет. Мне кажется, тогда еще была какая-то надежда, что ли. Ну, все равно какая-то теплилась. Я не знаю, мне кажется, она постепенно. Я не знаю, я сейчас не боюсь не то определение дать, знаешь, потому что многие там обижаются, когда депрессию как-то называют. Ну, ты на антидепрессантах сидишь? Я на антидепрессантах сижу, да, до сих пор, да, 1,5 года. На меня, скорее всего, навалилось вот через год после эмиграции уже. Я пошел в мае 23-го к психиатрше. Видимо, вот эти дедлайны, что я здесь делал, там, клубы, в Тбилиси делал клубы, и потом начали мои друзья приезжать, и я все время был в делах, и я все время такой, устраиваем это, снимаем вот это, делаем вот это, все равно, мы там снимаем передачу, кто-то на меня выходит и такой, делаем передачу, делаем, надо делать, такой, снял там квартирник, снял там какие-то новые шоу, там, сделали YouTube-канал, а потом, видимо, у меня, я со стороны все-таки, какой-то, видимо, была передышка. Ты остановился просто. Да, я со стороны посмотрел на это все, что типа, что я вообще делаю, ну, почему я здесь, знаешь, вот это вот осознание, когда ты в моменте такой, почему я здесь. У меня несколько таких точек было в эмиграции, когда я прям такой, что, почему я на Бали выступаю, тут 500 человек, которые и все знают, там, и все против, и на Бали, и огромный концерт, или там, почему я там на 50 Cent в Ереване. И вот у меня навалилось все в мае. И все, видимо, у меня сорвало кукуху, знаешь, я начал очень сильно срываться эмоционально. То есть бухал? Я бухал, я мог плакать, я там, не знаю, мог кричать по телефону на кого-нибудь идти по улице. То есть на меня прям сильно навалилось это все. И я пошел, мне прям сразу сказали, что это там, депрессивное расстройство. Все. Я начал, вот по сути, надо заниматься сейчас кукухой, это прям такой совет вам всем, пожалуйста. Я вот 1,5 года, да, на антидепрессантах. И поэтому ты бросил пить, поэтому ты не пьешь. Угу. Я думаю, если бы я пил, я бы много вещей тяжелее бы перенес за это время. И я думаю, мне бы было бы супер весело по вечерам с друзьями, знаешь, там, чокаться, там, 20-м шотом и говорить, что да ладно, все будет хорошо, а утром мне было бы очень плохо, и весь день бы у меня пропадал. А так я все время в каком-то, знаешь, в какой-то концентрации. Но я думаю, я слезу рано или поздно и попробую пожить без.
А это монастырь Гегард. Он в скале? Да. Вау. Здесь мы защищали христианство свое. Мое имя Хач, крест. Хачик, крестик. Хач, крест. Да. Бей крестов, спасай Россию. Да. Поэтому кричат, бей Хачика. Гарик. Осторожно. Спасибо, Хач. Он на какую-то музыку нарвал. Честь нас, даже музыка поет. Вот так, ты хотел, чтобы они сыграли. У тебя хватит денег? Да. Не, у меня есть и такие, я просто про то, что мне давали сейчас. Тут еще, мне кажется, что прикол Армении в том, что она показывает, как мало человеку для счастья надо. То есть вот ты, например, захотел кофе, попил кофе, но без каких-то изысков, да, захотел что-то вот типа сладкое, там съел чурчхелу, захотел что-то там мясо, поел шашлык, но это все супер просто, и тебе не нужна какая-то там роскошь, дополнительные гонки какие-то. Москва просто такой режим задавала, что там ты просыпаешься и такой, если ничего не делаешь в Москве целый день, ты думаешь, я что-то упускаю, где-то сейчас туса идет, где можно познакомиться, где-то сейчас концерт. А здесь ты приезжаешь и такой, да нет, я сам время должен, сам своим временем распоряжаться. Как поет Вахтанг Кикабидзе, я часто время торопил, привык во все дела впрягаться, вникаться. А скучаешь ты по Москве? Нет, по Москве нет, кстати. Это удивительно, потому что я считаю, что Москва самый удобный город в мире. И, наверное, самый лучший в отрыве от того, что там происходит в правительстве. Потому что я действительно во многих городах, там, знаешь, в лондонском метро, где-то там, я не знаю, по Барселоне, когда иду там вдоль набережной, либо там в Париже, либо где-то, знаешь, в таких крутых местах, я все равно думаю, ну как будто в Москве удобнее было много чего. Но я так считаю из-за того, что, видимо, я переехал через 2 недели спустя после начала войны, и вот эти 2 мои недели, они были одинаковые, что я каждый день вставал, шел куда-то, где собирались люди, пытался протестовать, возвращался, и вот меня вот это колошматило. И мне кажется, вот это сработало то, что запомнилось мне последнее, и у меня теперь такая ассоциация с Москвой, и я ничего с этим не могу сделать. Я просто по людям скучаю, и по друзьям в Москве, и по родственникам в Саратове, и по родственникам в Питере. Но вот по самой Москве нет, я бы не смог сейчас там жить. Вообще никак. А в Саратов ты тоже же не можешь поехать? Ну, то есть ты пересекаешь границу нет. России, Я думаю, тебя да. закрывают. Я не могу это 100% говорить, но мне сказали, что есть такой риск, и мы посовещались с родителями, что лучше мне не ехать тогда, раз есть хоть какой-то риск. И это для меня тоже очень сильный удар был. Он был в июне этого года, потому что я спустя, 2 года все-таки решился поехать, я взял на себя все эти риски, я подумал, что ладно, все, я беру на себя все эти разговоры, там, допросы, все эти административки, все равно, я беру это на себя. Я хотел еще бабушку увидеть, успеть. И я не поехал, мне сказали, там, знающие люди, адвокаты, что есть риск того, что меня посадят. Я сказал маме, она сказала, давай мы с ума тут сойдем все, если так будет. Вот, и там через 10 дней у меня умирает бабушка, это самый страшный, наверное, самый большой страх иммигранта, что ты не успеешь попрощаться со своим родственником, когда будешь находиться за границей. Я его испытал, когда в Лондоне находился. Это было все в течение, буквально 10 дней, что мне в один день говорят, что не надо в Россию лучше вообще. Я как-то попрощался с этой мыслью. Я очень хотел увидеть бабушку. И вот через 10 дней мне сообщают, я прилетаю в Лондон, у меня концерт, 200 с чем-то человек в Лондоне. Лондон, круто, считается такое. Я выхожу из аэропорта, такой, я в Лондоне, как здорово. И мне тетя пишет, что бабушки не стало. Я прям помню, я еду в автобусе до Лондона, плачу, на меня пол автобуса смотрят вот так вот, а я сижу, реву просто, это как-то так, и все красиво вокруг, и я в Лондоне, я еду как артист на свой концерт, но мне так плохо внутри, и я просто подумал, что это как будто реально как кадр из фильма какого-то, из сериала, и я как будто главный герой в этом сериале. И вот у меня так сложилось, что я не смог, при том, что в декабре 2022 года открыли прямой рейс Саратов-Ереван, и всего лишь 2 часа лететь, 2 часа я дома. И мне, кстати, кажется, что если бы я пил, то я бы уже рискнул точно. Я бы в какой-то день бы напился, пьяный бы поехал в аэропорт и улетел бы. Но сейчас, к сожалению, я больше рационально думаю, поэтому я такой, нет, может быть рискованно, может быть опасно.
Стоили все твои высказывания вот этой невозможности? Это вообще главный мой вопрос в жизни. Я каждый день его себе задаю. Я не знаю в плане глобальном, стоило ли это все или нет, потому что я всегда был человек, которого, если и была мечта, то сделать хорошую жизнь своим родным и близким, и родственникам. У меня, знаешь, была всегда такая мысль, что мне как будто немного надо для жизни, но вот у меня есть троюродный дядя, который не очень живет, и вот я хочу, чтобы у меня было столько денег, чтобы я ему машину купил. И он такой: Карик, да ты ж мне всего лишь троюродный племянник. А я такой: да возьми, дядь, вот просто мы в детстве там с тобой отдыхали, возьми. И я понимаю, что в целом при каких-то моментах, которые я мог отказаться, я бы мог, наверное, много зарабатывать сейчас в России, и, наверное, я мог это делать все сейчас. То есть мои знакомые некоторые так сейчас и делают, и живут. Покупают там дома своим родственникам, родным. И я часто об этом думаю, что стоит ли мое вот это фи, грубо говоря, вот мое фи личное, персональное. Которое глобально в ситуации я ничего свободен. не изменило. Да, я свободный, я зато сплю с чистой совестью. Равно ли оно с теми моими мечтами, что я хотел содержать всегда родителей, всю родню, всех друзей, знаешь, и всегда для всех все делать, и сейчас не имею такой возможности. То есть я что-то пытаюсь, что можно, но не так, как это было бы в России. Но в такие моменты я все время задумываюсь о том, что если бы я находился в России, вряд ли я бы мог выступать. То есть это мое, по сути, поле, где я зарабатываю. Выступают же твои друзья. Они выступают, но я бы не смог психологически. Эти 2 недели я настрадался, мне кажется, на жизнь вперед. Я выступаю, мне параллельно тетя из Кременчуга пишет, там, где я в детстве отдыхал, что у нас там по ТЦ там что-то прилетело, кидает какие-то фотки, и мне выходить на сцену через минуту. Я не могу поверить, что это вот в моей жизни вот так все. Я выхожу, людям плевать, мне хочется сказать в микрофон: а почему вам плевать? Но ты не можешь, потому что тебя организатор умоляет ничего не говорить про войну. И ты просто вот в таком состоянии. Я отработаю, я выступлю сейчас за эти 5 тысяч, за 7 тысяч рублей, потому что я был на афише, потому что мои друзья организовывают, и все. И потом вот я дал 2 последних концерта в апреле, когда вот возвращался за паспортами в 22 году. Причем очень смелых. То есть вот я до сих пор считаю, что все, что сейчас выходит из стендапа внутри России, вообще не дотягивают именно по уровню высказывания, что у меня там были. И это был действительно огромный риск. Я вот просто говорил, что и из-за того, что настолько нерв был большой у людей, что я прям говорил про то, как я вот первый раз уже улетал, что я сейчас улечу обратно навсегда, что у меня вот так и так, что я не хочу уезжать, но я уезжаю. Меня прям трясло. И это было как-то так круто. Вот не знаю, по артистичному. И вот я дал тогда 2 концерта, уехал, и вот все. И я вот не представляю сейчас, как мне... Но я хочу голограммный дать концерт. Я хочу, чтобы голограмма моя выступила в Москве. Мы нашли чуваков, которые могут мне помочь. Но мало какие клубы решаются взять меня. Даже голограмму, прикинь. Я даже как голограмма не нужен никому. Люди боятся, что... А ты не ответил на вопрос, стоило или не стоило? Я говорю, это каждый день я задаю себе вопрос. Не отвечаешь? Я не то, что не отвечаю. Я сначала думаю, что не стоило, потому что вот мы родня, и я ничего им не делаю полезного. Потом я думаю, да эта родня счастлива, когда я счастлив. Они знают, что я счастлив, когда я там сплю спокойно. И не все меня, слава богу, поддерживают. То есть у меня нету этих проблем, вот этих Z-родителей или чего-то такого. У меня супер семья в этом плане. Меня успокаивает та мысль, что они знают, что мне здесь хорошо, что мне внутри спокойно, но глобально, опять же, на дистанции я не могу предсказать, что будет там лет через 5, когда, знаешь, все устаканится, утрамбуется, и все комики, которые сейчас вот рубят деньги на букмекерских всяких шоу, очень фастфудных, вот они сейчас все подзаработают себя на всю жизнь, на 3 жизни вперед, а я там, грубо говоря, вернусь весь такой, знаешь, у меня будет дохера опыта, который мне не нужен. Я раз приду такой: ребят, зато я, и все такие: круто, проходи в наш коттедж, Гарик. Вот у нас домик для гостей. Но это вообще смешно. У меня и разговоры с комиками, которые остались, часто такие странные, потому что... то есть вы разговариваете, это не то, что между вами пролегла пропасть? Не, я вообще считаю, что вот как раз-таки всякие там интервью и вот этот какой-то интернет, вот эти кликбейтность, она нас очень сепарирует с ребятами, потому что мы иногда, не общаемся напрямую, но знаем, что что-то кто-то сказал про уехавших, из-за этого как будто начинаем злиться и таить, а я привык напрямую со всеми разговаривать, если кому-то что-то не нравится, они могут мне написать, я со многими разговариваю, кто даже неоднозначной позиции, кто даже вот такой, я, могу найти какой-то подход, и я общаюсь с ребятами, которые, например, против, но они остались, зарабатывают сейчас деньги и оправдывают
это тем, что они сейчас копят, чтобы потом уехать, например. И по идее, мне как человеку, который вот сейчас вот такой вот в этой мучается, в этой по скале лазит в этой иммиграции, я должен сказать, да идите вы, блин, с этой должно позиции. бесить, да. Да, а это мои друзья, и я такой, ну ладно. И они сейчас, там, знаешь, могут приехать и сказать, ой, блин, мне что-то так грустно стало. Я пошел и купил машину, и там супер дорогущую. Я такой, блин, поддержка, чувак. Я не обесцениваю, конечно, там проблемы. Да, мы Чурчхилл вот едим, думаем. Да, я вот оставил на вечер, вот видишь, типа, чтобы было что вечера. Да не, при этом важно не драматизировать. Можно созидать, можно конструировать что-то новое. И не надо ныть. Вот ты уехал, и окей, это твой выбор. Не надо говорить, меня там выкинула власть, меня выпнули и под тяготой режима, я там покинул дом, и вот вы все плохие. Нет, я такой, я взрослый человек, я уехал, все, я сделал выбор начать вот тяжелую жизнь. Я добился чего-то, я уже в зоне комфорта даже, и я хочу выйти из этой зоны комфорта. То есть, понимаешь, насколько я дальше иду в плане жизни, что зачем мне время тратить на какое-то нытье и говорить, вот я бы сейчас мог Vegas City Hall собирать. Как тебя вообще приняла Армения? Знаешь, я чувствовал себя каким-то проводником между огромным потоком релокантов, которые россияне, и которые во многом смотрели большей части своей стендап-клуб, и меня знали. И там же вот уехали вот эти ребята, которые там мои ровесники, вот, айтишники, и многие очень смотрели стендап-клуб. А я еще и армянин. И то есть у меня есть и армяне и друзья, и появлялись армяне-друзья. И я как будто вот как, знаешь, проводник в этот мир был для многих. И у меня в какой-то момент даже как миссия была такая, знаешь, что если ко мне кто-то обращается из уехавших, я всем там пытаюсь помочь, подсказать что-то, потому что у меня какой-то есть бонус. У меня нет родственников здесь, я язык там не знал вообще. Но все равно есть какие-то знакомые, это уже лучше, чем у многих, кто уезжал. То есть я шел по улице, и мне там из машины, о, Гар, вот так вот. Рукой. И я такой, это мой друг или кто вот так махал. А в Тбилиси я когда поехал, в первый день мы в Тбилиси, ко мне подбежали ребята вот с такими глазами просто на Руставеле. Я помню, я шел, март, там 17 число марта, там, и такие, Гарик, а где вы? Где вы вообще? Где вы? Скажите, где вы? Нам вот квартиры не сдают. Нам там говорят, мы с русскими не сотрудничаем. Скажите, а где можно... Есть тут бары русскоязычные? Пожалуйста. Вот прям вот так их трясет. И ты помогаешь в Грузии ребятам, которые вот так вот. Приезжаешь в Армению, тут все вот так вот. Сидят на верандочках, все так это... Здесь, конечно, более спокойно к русскоязычным. Этот клуб уже приносит деньги? Он с самого начала, да, работал в плюс. Как сказать, для инвесторов он не особо приносил, потому что они сначала взяли на себя все вот эти расходы, там, аренду, закуп, зарплату, став. А мы, 3 комика, мы просто организовывали мероприятия. И мы работаем с приезжими комиками и с мероприятиями 70/30. То есть мы получаем 30. Соответственно, настроим мы по 10% с каждого шоу получали. И, нормально. Я еще сам выступал, сам часто давал сольные концерты, на которые приходило много людей. Но ты сейчас во сколько раз меньше зарабатываешь, чем ты зарабатывал в Москве, перед отъездом? Кажется, есть месяца, когда я больше зарабатываю сейчас, а есть месяца, когда я меньше зарабатываю. По-разному. Вот просто у меня сейчас... Я свой концерт отдал Артуру на его сайт specialscomedy.com. И я недавно получил выплату, там через 3 месяца была первая выплата. Покупайте мой концерт, кстати. Мне это очень важно, пожалуйста. Я купила, между прочим, Спасибо. $3. Спасибо. Сегодня билет стоит дороже в несколько раз. И вообще в среднем билеты стоят дороже. Я 2 раза выступил за границу. У меня было выступление в Белграде 2 концерта и в Лимассоле 2 концерта. Я что-то так посчитал, такой, нормальный месяц. Даже вот лучше, чем средний в Москве. Пара стыдных вопросов про Армению. Да. Это правда, что в армянском языке мужской и женский род неразличимы, поэтому все говорят «девушка, пошел»? Да. Моя дядя, твоя тетя, да. У нас ребята местные комики, как раз армяне, которые молодые, и они учат язык во многом. Они выучили язык на русском ютубе, на русскоязычном, и они или на рэпе. Тут многие на русскоязычном рэпе выучили язык, представляешь? О, боже. Да, и то есть они могут не знать какие-то простейшие слова, но знать какой-то мат, который ты такой, что, откуда ты знаешь этот мат? И поэтому часто бывают такие ошибки, и это очень веселит русскоязычную аудиторию, которая приходит и смотрит, как выступает бедный мальчик, который на русском, там, знаешь, и такой, и тогда мой девушка, и они...
Мне надо было полететь в Ростов. Ну, срочно надо. Ну, в еще один армянский город. Приезжаю в аэропорт, а рейс нету на Ростов. Ну, думаю, что делать? Раз из дома вышел, надо улететь. Куда? Это хорошая цитата. Первый попавший рейс был на Одессу. Ну, думаю, Одесса, ну, оттуда на поезде поеду. Ростов, лишь бы поехать. Жду рейса. Уже объявили, подхожу, а там знакомые ребята. И мне говорят, а еще рано, ты подожди, позовем. И они, правда, позвали, хач, иди сюда. А, уже можешь спускаться. Твой самолет внизу. Внизу стоит. Ну, все самолеты внизу стоят. А там стоит девушка, отдал ей. Она проверила, посмотрела, и я дальше. Карджан, захожу в самолет. Смотрю, на мое место сидит один. Говорит, ты что сидишь на мое место? Нет, это, говорит, мое место. Вот так кричали. Подходит это. Стюардесса. И она мне говорит, ладно, там место есть, иди там садись. Да, хорошо. Рядом два парня сидят. Я им спрашиваю, говорю, с Одессы можно До Ростова. до Ростова? Они, да, думаю, они тоже Одессу. Все, трап убрали. Он пошел на взлетную полосу, объявляет, что наш самолет летит в Свердловск, Новосибирск. Ужас какой. Я ему говорю, куда летишь? Он говорит, Новосибирск. Говорю, дурак, час с тобой я про Одессу говорю, ты какой? И я начал орать. Весь самолет опять. Этот раз командир подошел. Говорит, что случилось? Говорит, билет отдал, говорит, куда я лечу? Как ты сюда попал? Через окно. Как? Через трап. Как я попаду сюда? Ну, что делать? Остановили. Веревочную эту лестницу пустили. Веревочную. Что? Веревки. Между самолетами? Нет. Чтобы переползли в полете. Это уже Брюс Уиллис какой-то. Карджан и жара. Вот, наверное, такие месяцы были. Жарко, с ума сойти. Ну, что? Так вы вылезли из самолета по веревке? Я спустился с этого. На взлетку? Вау. Да. Надо пешком идти туда. А мы уже весь полоса вот дальше, вот, почти до Еревана. Смотрю, знакомый КамАЗ. Там строительство работает. Я ему остановил, он остановился, говорит, ты что делаешь? Лечу Одессу. Пешком. Да. Ладно, говорит, я тебе до этого нового аэропорта довезу, нам нельзя дальше. Ну, говорю, хотя еще близко, довези. Сели, едем. Оказывается, они уже за мной машину отправили. Смотрю, мигалка едут. Я говорю, останови, это они за мной. Как президента. Да. Остановился. Этому бедному девушку уволили, знаешь. Которая ошиблась. Да. Я умолял. Честно говорю, я зашел туда, умолял, говорю, ну она не виновата, может, я никак показал, может, что-то не так было. Нет, ну, бедная девушка, короче. Да, но вы на веревке, конечно, это круто. Я на веревке. Хорошо, что у меня вещей не было, только один, это документ и портфель такой маленький. И А вы полетели в итоге в Одессу? Да. Полетели в Одессу, что да, деньги закончились. Рубль не хватал, чтобы билет купить до Ростова. И чё? И чё? Нашел 1 рубль. Где? На улице. Ну ладно. Клянусь. Веришь? Верю. Честно говорю, я этот рубль нашел. У меня папа армянин, мама русская, и, по идее, должен был впитать лучшее из этих наций, это армянское долголетие и русскую душу, но вместо этого почему-то впитал взрывной характер и алкоголизм. И это только с армянской стороны, это невозможно. И у меня мама светлая, блондинка такая, зеленоглазая, и когда она в детстве нас выгуливала, мы 3 погодки были, 3 черных пятнышка, со стороны могло показаться, что какая-то славянка мстит цыганам за воровство детей, если она нас вот так на поводке выгуливает, она такая, да в интернете скидка на хачат, 1+1+1, мальчик, девочка, не бинарочка. А папа, он армянский армянин? Папа родился в Грозном.
У меня дед... Ты родился в Грозном? И я родился в Грозном. А дед родился в Карабахе. И оттуда перевез семью в Грозный. Там папа с мамой познакомились. И оба закончили нефтяной институт. И в итоге папа стоматолог, мама вот недавно на риэлтора пошла. Ну, я родился, и вот через год я перевез семью в Саратов уже. Подожди, то есть они, получается, что они из Арцаха в дедушка, конце да. 80-х? Не, намного раньше. Намного раньше. А почему они уехали? Ну, за жизнью, видимо, какой-то. Дедушка уехал в Грозный. Мне, кстати, всегда по описаниям Грозный расхваливали невероятно. У меня бабушка безумно любила этот город. Тех времен, она говорила, это просто потрясающий, дружелюбный кавказский город, где можно было оставлять двери там открытыми на ночь, ничего бы не случилось никогда. То есть я все детство вырос в каких-то невероятно теплых воспоминаниях о городе Грозный, которые, конечно, у них потом перебились вот этим началом 90-х. И вот все так раз, и они тоже меняют всю жизнь, и они уже в Саратове, потому что там у бабушки брат был в Саратове. То есть, это, знаешь, это такой рандом великий, что мы могли оказаться вообще везде, где угодно. Как и я сейчас, собственно, вот как 2 года назад. У нас вот в каждом поколении должен быть беженец такой у нас. Прикол. А в 93-м году, когда они уезжали из Грозного, Да, они уезжали... Мне годик был, да. Тебе был годик. А они понимали, что грядет большая война? Ну, конечно, как мне рассказывали, там ходили, если ты не чеченец, к тебе там вопросы были какие-то. Там и мама, когда была мной беременна, к ней там заходили там в квартиру какие-то там боевики или кто-то там и расспрашивали, она там нервничала. Может, поэтому я такой тревожный. И нас тоже на каких-то ужасных там моментах, когда приходили, убивали бабушку с внучкой. Ну, естественно, они это видели. И, кстати, у меня папа с мамой одни из последних, кто там большую свадьбу сыграли. Там было очень много людей. Это еще на камеры записывалось. И они говорят, что это для многих было как прощальная такая вечеринка, потому что многие уже понимали, что разъезжаются. Это было в 91 году. И они вот отгуляли, потом я родился, и вот мы уехали. А что за город Саратов для тебя? Мы до 8 лет жили в Ленинском районе. Это такой, знаешь, как там, заводской, ленинский, то есть не центральный. И у меня главное воспоминание из детства, что я играю в футбол за будкой с девочками, у которых у всех кепки вот такие, потому что Дикий Ангел был популярен. А я единственный пацан, только девочки в футбол играют. А рядом стоят пацаны и колятся. Вот так вот, просто рядом, вот так вот просто. И потом суд зеленый какой-то мочой. И я это вижу, я играю в футбол, а правильно меня мама что-то домой зовет. И для меня так вот, да, они что-то плохое делают, но я просто не лезу, я вот в футбол играю. И потом мы переехали в центр Саратова, я так переживал, что мы оставили ту квартиру. Знаешь, мы в той квартире в 8 жили, там, в 3. Я такой, почему мы уехали? Я не понимаю, почему уехали. Переехали там в 4 в центре. Я такой, я хочу обратно. Они говорят, мы там ремонт, типа, решили сделать, надо в центре пожить пока. И через несколько лет я иду с мамой и говорю, так вы продали, да? Она такая, ну, конечно. Ну, то есть мне несколько лет только хватило, чтобы додуматься, что это все с концами. Но для меня это город, это студенческий город в том числе. Это город очень талантливых людей. То есть при всем том, что там, как мне кажется, я боюсь наговорить, чтобы там родителям ничего не отрикошетило, но я считаю, просто отвратительно руководство всегда было. У меня был концерт, который назывался «Долой Губера», когда я уже, будучи в Москве, я приезжал в Саратов и видел такой пиздец. В один из годов продали все снегоуборочные машины Самаре. И у нас не было просто снегоуборочных машин в городе. Я помню, я иду, и я смотрю вдаль, и вдоль улицы 3 бабушки лежат. Их никто поднять не может. И я просто иду, и я сам скольжу, потому что там вот гололед, вот полный гололед. Я поднимаю бабушек, мы вот так идем, я сам падаю, то есть от них держусь. И это просто катастрофа, это апокалипсис. И я начал там активно в интернете написывать там губернаторам, знаешь, там мэрам писать, там так нельзя, своих медийных друзей, которые у меня тогда появились, просить, типа, ну давайте привлечем к этому внимание. Сделал концерт про это, там много людей пришло. Я такой, ну вот, что мы молчим всегда, давайте, пожалуйста, давайте скажем, давайте выйдем на улицу, почему мы не выходим и не говорим, мы прям умираем. А там статистика бешеная была, там от сосулек умирало, ну прям десятками людей за одну зиму. У меня бабушка не выходила зимой вообще из дома, потому что, ну, нельзя было никуда пройти, чтобы ты не переживал, упадет она и сломает себе что-то или нет.
Я не понимал, как это все может сочетаться с тем, что это, город, там, где Володин, там, знаешь, часто себе любит имя делать на том, что он что-то построил, что-то дал Саратову, и такой, вот я, вот такой благородный, там, Володин, вот он детскую площадку открыл. И есть видео, когда бабушка ему в парке, типа, сказала, да мы живем вообще как, ты вообще видел, как мы живем? И вот поэтому для меня Саратов зимой — это апокалипсис, это страшный город, но в России, мне кажется, полно таких городов. Россия делится на 3 типа городов. Это Москва, Питер и да у нас летом круто, летом приезжайте. Вот Саратов такой город. Но при этом люди замечательные, и творческие, и несчастные, и у которых нету каких-то перспектив. Я, знаешь, когда приезжал, вот у меня последний не в Саратове, я сижу с друзьями, мы пошли там в какую-то кафешку, я взял водку там какую-то дешевую, мы вот сидим с моими кентами, знаешь, такие какие-то пустые разговоры, но очень искренние, эмоциональные. Я говорю, а почему мы ничего не делаем, почему мы, они такие, а что мы в Саратове-то сделаем? И я такой думаю, вот действительно, я что-то лезу со своей столичной вот этой, где я и сотни людей, и я могу с этой сотни людей затеряться и походить по Тверской и убежать, если что, от дубинки. А тут ты один выйдешь на площадь нашу главную, будет у тебя 5 человек и 20 ментов, и вот что ты кому докажешь, кроме того, что тебя в автозак посадят, и все. И я вот что-то в этом услышал так много всего, что что мы сделаем? Когда вот пацаны сидят, и я такой, действительно, ничего вы не сделаете. Если я там в Москве не могу ничего сделать, то что вы в Саратове сделаете? Плакал ты, когда улетал? Нет, мне было плохо. Я сделал татуировку в этот день, и потом выпил с друзьями, у меня кровоточила рука. Я как наркоман вот так памперсом перевязал. Я набил Cambio Dolor por Libertad, кстати, как Дикий Ангел, типа, что меня больно свободу. Второй вопрос стыдный. А как по-армянски будет лук? Сох. Это правда, что людей, армян, которые жили в России и приехали в Армению... Называют сох? Да. Потому что луковки – это православные церкви в России. А я думал, что так русских называют вообще в целом. Но я не в таких компаниях вожусь. Я стараюсь создавать вокруг себя ребят, где если будет шутка про сох, то это будет какая-то стебная, ироничная шутка, знаешь, что типа есть такое явление, его можно обстебать, а не тех ребят, которые будут вот так называть. Мне тоже кажется, это что-то на уровне называть хачом не русского, вот когда ты в России живешь. Мне, кстати, кажется, что стендап, он помог во многом легализовать, что ли, это слово. Что когда начали выходить там Тимур Каргинов и прочие нерусские комики, говорят, я хач, и люди такие, они сами над этим смеются, окей. И как будто отпустило. Потому что я помню, было время, когда хач, там и сразу драки начинались и все такое, что это прям как фас. Как у вас будет объединенный кооператив называться? Хачагар? Гори хач. Нет! Сейчас Катя так и напишет, гора. А Гори хач это так в Царьграде про меня напишет. Знаешь, какой мы сделали большой прогресс, если мы в нулевые беспокоились за нерусских ребят, а теперь в 2024 году твой товарищ Саша Долгополов обсуждает не только небинарность, да, но уже и какие-то совершенно другие, еще более далекие темы, сложные. Но мы могли это и в России делать. То есть везде есть какие-то минусы. То есть она это делает сейчас, к сожалению, в Германии, а не... Подожди, а как вы могли это в России? Вы можете... Вот сейчас в России мы могли бы это делать? Нет, я говорю теоретически, что ты говоришь, мы сделали прогресс. Я говорю, было бы круто, я имею в виду если как люди, а не как страны. как люди, да, но было бы круто, если мы это делали, находясь в России. Вот такие у нас были бы проблемы. Мне кажется, что это какой-то дикий парадокс. Там, не знаю, спасать котиков, лечить больных детей, разговаривать о спасении планеты от пластика, праве каждого человека на все многообразие полов и самоопределений сексуальных, и при этом где-то там в 1000 километров убивать других людей и посылать других людей убивать других. Да, как это, возможно, да, не выбрасывать мусор мимо урн. О возможном и невозможном. Ты вырезал из своего концерта шутку о том, как вы с Кириллом Сергеевым ходили платить штраф за Любовь Соболь. В чем там была история? Если вкратце, что когда Любовь Соболь пошла к убийце Навального, которому он звонил, и ей выписали штраф 1000 рублей за то, что она вторгалась в частные владения, ей выписали штраф 1000 рублей, и я написал в Твиттере, что типа настроение платить долги за Любовь Соболь, и она мне написала,
типа, что прям все долги, и кинула скрин, что у него 34 миллиона рублей долг. И я такой, что? Я вообще 1000 хотел закрыть. И я заскринил это сообщение и выложил в Инстаграм, убежал от нее по соцсетям. Ты чувствуешь, когда зовешь девушку в кафе и говоришь, бери все, что хочешь, она говорит, хочу все кафе. И все начали угорать над этим. И мне на следующий день звонит Любовь Соболь и говорит, типа, Гарик, там, типа, ну, я могу, давай, ты пойдешь, там, может, заплатишь, сделай, ну, типа, что вот. Я говорю, давайте. И я заплатил тогда, да, штраф за нее, выложил в Твиттер. Сколько ты заплатил? 1000 рублей. Я взял Кирилла с собой. А его зачем? Просто потому что я не могу молчать про такое. Надо всем рассказать, что мы держим руку на пульсе. Мы же тогда еще, знаешь, думали, что комики, они вообще что-то решают, и что мы там глаз народа, и то, что мы там, я не знаю, можем что-то такое сказать, что действительно там приведет к изменению чего-то. Ну и там прикол в том, что я не знал, как подписать, и я должен был залить в Твиттер и подписать, что типа вот я закрыл долг, вот видите, я там обычный чувак, там пошел, потому что я считаю, что это несправедливо. И я не знал, как подписать, потому что нужно же с приколом подписать. И Кирилл говорит, ну ты же в Грозном родился? Я говорю, да. Он говорит, ну так и подпиши, уроженец Грозного спонсирует оппозицию. И я такой, точно, какие мы крутые комики, как смешно, мы закрываем, вообще мы супер, мы перевернем этот мир. И я залил, Любовь Соболь ретвитнула, и все начали Кадырова отмечать в комментариях, он тогда в Твиттере был. И все мои друзья начали Кадырова отмечать, все такие, обратите внимание, Рамзан Ахматович. Вот. Чем дело кончилось? Меня убили, если по стендапу судить. Потому что это было время, когда обращали внимание там, на все комментарии, что у него это. А тут прям, люди прям отмечают массово. И я думал, блин. Я друзьям писал, почему вы отмечаете его, вы что, с ума сошли, вы не знаете, к чему это может привести. Почему этой прекрасной шутки нет в спешле твоем? Потому что там начало про Навального, а когда я записывал сольник, это было через неделю после его гибели, и я почему-то... Не знаю, мне было сложно просто про него говорить. Мне казалось, если я начну просто говорить имя Алексей Навальный, то в зале людям грустнее будет, потому что такое было настроение. Я оставил ее, отложил. Но, тем не менее, при этом в апреле 23 года, вскоре после гибели спецкора Татарского, ты стоял на сцене, Саша Долгополова вынесла тебе статуэтку, похожую на ту, которая привела к гибели Татарского. То есть вы пошутили над смертью человека тоже, в общем, на довольно небольшом расстоянии. Да. И это было окей. До сих пор я сомневаюсь, что это было окей. Не хочу себя обелять. Я много об этом думаю, и я много мнений насчет этого слышал, насчет этой ситуации. Она очень была громкой на следующий день, то есть во всех телеграм-каналах была новость с комментариями людей, которые писали, как вы так? То есть там Ксения Собчак писала, что я считаю, что шутить можно про все, но... И все, можно дальше не читать, потому что ты такой... Ну что это такое, что это за фраза? Шутить можно про все, но... Написала Ксения Собчак, например. Оскар Кучера сказал, что мы дебилы, что меня польстило очень сильно, потому что тогда Оскар Кучера был лидером партии дебилов в стране. И я такой, это признание. Например, Юрий Хованский написал, что... Не написал, у него видео было, что он говорил, что ребят, комедия – это трагедия плюс время, а вы там типа вот не выдержали время. И для меня это было очень странно, потому что нас обвиняли в той же статье, что и к нему пришли спустя там 10 лет за эту песенку. И я думаю, можно было что-то проявить, что-то коллегиальное. Я считаю, что этот случай... Я считаю, что каждый день шуток намного жестче выходит и в ту, и в другую сторону. И я сам их читаю иногда и прихожу в ужас. Я не прав в том, что я это репостнул, потому что я вынес это на большую аудиторию, и то есть тем самым мог подставить как раз и себя, и Сашу, и я репостнул это просто после мероприятия, и я вот об этом жалею. Но о самом факте, что это было, мы всегда пытались как-то смело шутить. Да, может, это too much, но мы и too much шутили, знаешь. И у нас пора разбираться был тумачевый, вообще тумачевей некуда. И «Пора разбираться», между прочим, проект, по которому я очень скучаю. Вот «Пора разбираться» — это тот проект, который с каждым годом становится все круче из-за того, что новые законы, они делают наши старые шутки более на грани. Типа, а что теперь, чмокать детей тоже нельзя на фотках, типа там в шею? Это типа... Это типа...
Что, вот так детей ты с детьми вот так? Вот я тебе клянусь, мы приезжали на Новый Арбат в центре Москвы. Все было комфортно, удобно. Мы вот так садились и такие, ну, Путин, что он, кого он там за... Да, там, Путин сказочный дол, когда там первый штраф был за оскорбление в интернете. Дол, а интересно, что он имел в виду? Дол, типа кукла, а может долбоеб? И вот так вот мы просто разгоняли. И я сейчас вспоминаю такой, вау. Или знаешь, какие-то моменты, когда мы просто вот так вот говорили, вообще и не следили. И нам это было круто, потому что мы такие, ну, мы шутим вот как на кухне. Мы хотели такое воссоздать, такой антураж, что мы шутим про все. Вот мы это и делаем. И возвращаясь к этой истории, что да, это было too much, и это меня немножко подкосило в том плане, что мой образ даже вот в стендап-среде, он был всегда довольно гуманный, и то есть я для многих был примером, как себя вести, даже уехав, то есть у меня даже друзья, которые там, я не знаю, остались, и знакомые, которые там неоднозначники, там, знаешь, просто комики, которые там что-то там говорят, они все равно, как мне казалось, на меня смотрели и такие, ну, Гар, он типа все равно нормально, он не допустит вот такого. А тут, видишь, допустил, но, опять же, я не считаю, что мне нужно предъявлять оправдание экстремизма, это полный бред, и что я никогда не оправдывал экстремизм. Я как бы, слушай, я не со Следственным комитетом выступаю. Не-не-не, я говорю, я пытаюсь анализировать, что это было. То есть я считаю, что это было too much для меня, это не оправдание экстремизма у нас точно, потому что мы против этого, ну, это очевидно. То, что этот человек для меня... ну, негативный персонаж. Это идет война, человек, единственное, что я про него знаю, это то, что он говорит, всех убьем, всех ограбим, как мы любим, и призывал, по сути, идти и там резать, убивать мирных людей. Для меня это, ну, ужасный человек. И что-то именно испытывать плохое по поводу вот этого, у меня... Ну, нету таких. Ну, я, извините, я не могу из себя выдавить что-то там, какую-то жалость. Плохо, что теракт. Теракт — это вообще плохо. Убийство плохо. Убивать людей плохо. Я вообще хочу, чтобы все жили, никаких войн не было никогда. Но человек призывал идти убивать. Ну, он погиб, да, погиб. Да, мы вот пошутили жестко, пошутили. Ну. То есть поэтому про Навального, который тебе был симпатичен, ты не смог говорить, а про Татарского, который тебе был отвратителен, смог? Ну, видишь, у меня же не было шутки какой-то подкола про Навального. Я просто из своих соображений, я просто не стал говорить, потому что я знал, что в зале тогда может быть напряг, потому что это был такой пик сострадания, и моя аудитория, она тоже типа переживает за Навального. Тут скорее такое было грамотное решение со стороны артиста, чтобы не погружать зал. А с Сашей вы это обсуждали? Да, мне кажется, она не жалеет об этом, и у нее свое восприятие таких вещей, и, то есть ей ок, и я говорю, мне тоже в каком-то смысле это ок. Я очень не хочу, чтобы это выглядело со стороны, что я человек, который такой, ну знаешь, да, я бы там принес извинения там, перед всеми, кто-то, кого это задело. Потому что, ну кого это за день? Господи, каждый день миллион шуток. Там параллельно был вот этот мистер Сидор или что-то такое, не помнишь? Там типа в России какая-то бодяга была, из-за которой люди умирали там десятками по России. И я заходил в Твиттер, и там вся лента у меня в шутках про мистер Сидор. А там погибло типа 30 человек. Я уверен, там были супер крутые люди. Там были там отцы семейств, там были там какие-то, я не знаю, подростки. И там миллиард шуток про этот мистер Сидор. И я думаю, блин, ну вот... А я тогда сидел еще, знаешь, на нервах, что я такой, блин, что... Да, меня сейчас все убьют за эту шутку. Это вообще, конечно... И смотрю, как все вокруг шутят спокойно про этот мистер Сидор. И думаю, блин, ну это же тоже несправедливо. А потом открываешь там какие-нибудь там, я не знаю, ну, условно, Бучи, там, знаешь, где там вот, там, сало, там, знаешь, там, ну, какие-то выборки из Z-каналов, там, типа, о, там, подвезли, там, что-то... Ты такой думаешь, блин, так вот еще как люди шутят, так вот еще, так ужас, вообще мрак творится. Не, ну предела дна-то нету. Нету предела дна. Я говорю, вот моя ошибка, я как человек, несущий ответственность за себя, я считаю, что я переборщил с тем, что я репостнул это на большую аудиторию, и тем самым дал этому вот так вот разнестись. А все остальное, ну, это было. То есть мне не перед кем извиняться за эту шутку. Мизулина, Бастрыкина, еще куча каких-то людей требовали, значит, расследования, наказания, там, по всей строгости и так далее. Но, по-моему, дальше слов дело не пошло. Мы были в Берлине тогда, и мы летели в Тель-Авив. Вот я и Драк, Саша и ее менеджер Ганди. Мы летели в Израиль снимать «Пора разби». И мы, когда проснулись, это все началось. Я помню, что мы садимся в такси, пишут, что депутатша какая-то там запросила Бастрыкину изучить это дело. Мы едем в такси, я уже вот так обновляю, знаешь, вот в таком состоянии новости. Там уже Бастрыкин принял это дело,
мы выходим из такси, там Бастрыкин сказал, что лично займется что-то этим делом, и нам 4 часа лететь в самолете. И там еще было выступление Путина в этот день. Я думаю, блин, Санек, я уверен, он что-то скажет сейчас, что это такая волна, типа, идет, что я такой, блин, сейчас и Путин это скажет, что сейчас мы приземлимся, и там что-то конец света вообще. И я 4 часа вот так вот лечу в самолете, и благо со мной были самые профессиональные люди в мире в области скандалов. Это и Драк, Саша, и Ганс. То есть это мне лучшая компания Ну, была. скажут, в области страданий. Да, «Саратовские страдания», кстати, фестиваль такой есть. Вот. И они сидели, и мне такие, да все нормально. Саша мне тогда сказала, что, говорит, пару дней, и они найдут, на кого переключиться. И знаешь, что через пару дней произошло? Какой-то депутат, я забыл, как его зовут, вот с такими щеками розовыми, вот просто свин. Он сказал, что нужно Лию Ахеджакову посадить на 25 лет, и все на нее переключились. И я такой, господи, блин, что, реально на Лию Ахеджакову, типа, который там 80 с чем-то лет. И он такой, ее нужно за высказывание ее. И я смотрю, что вся вот эта аудитория, она да. Ты уже был в Армении, когда война в Арцахе вступила в финальную, в общем, такую трагическую стадию, и ты занялся вплотную помощью беженцам. Ну, это очень важная для меня тема. У меня дедушка из Арцаха, и я всегда хотел там побывать, и я не успел. Мне важно было хотя бы доехать до хотя бы места отдаленного, потому что там, где он, в селе, где он родился, это уже Азербайджан, и просто хотел хотя бы до Степанакерта доехать, но я не доехал. Это раз. Второе, что я привык помогать людям. Когда еще в школе учился, мы с ребятами ходили по интернатам, там, по детским домам. Мы были такими довольно, не обеспеченными детьми, я не назову себя обеспеченными, но были на нормальном уровне жизни. И мы почему-то всегда, при том, что мы пили, там, всякие ягуары, там, блейзеры, знаешь, там, пацаны курили, там, что-то кто-то там какую-то наркоту там мог принимать, но мы всегда при этом какие-то были, знаешь, добряки в плане «пойдемте закупим детям что-нибудь». Пойдемте... Ты «Дикого ангела» смотрел. Это воспитывает человека доброту. Да, «Дикий ангел», да, это, конечно, база. И я всегда помогал, то есть и в Москве, и всегда, где бы я ни находился, этим занимался благотворительностью. Ты даже в хосписе выступал со стендапом. Я выступал в хосписе со стендапом. Как-то нам набирают по телефону, это подруга нашего, друга, неважно, девушка нашего друга, и она говорит, ребят, надо выступить в хосписе. Мы изучили, и сейчас модный стендап. Я думаю, бля, хоспис уже самое время моду прививать, место. Я говорю, вы не можете прийти и развеселить их там, чтобы они в последний путь, мы такие, да куда вообще поехали? И я еду в этот хоспис со своим тогда другом Сашей Долгополовым, сейчас уже с друзьями. Мы едем, значит, в этот хоспис. Мы едем в этот хоспис, значит, выступать, и мы заходим, и почти полный холл, вот этот полный холл, и он, значит, больные, человек 10, и у них у всех дети, внуки, они взрослые уже, и очень много людей получается. И то есть зал, нормальный, то есть, там очень много родственников, и они смеются нормально, больные тоже смеются нормально. И, то есть, выступление проходит чудесно, то есть, в какой-то момент мы уже там хулиганим с Саньком, я уже такой говорю, кто скоро умрет, они такие, то есть, там родственники показывают, они умрут, я говорю, вы умрете. Я говорю, у меня проблемы, у меня там, я с девушкой поругался, и такие, охуенная проблема, и все смеются вообще, и все круто, все органично, и после выступления, это потрясающий был фурор, ко мне подходят, значит, больные, обнимают меня, говорят спасибо, мы тоже в свое время шутили и начинают плакать, я тоже начинаю плакать, потому что невозможно, так тяжело, рядом стоит администраторша и говорит, что типа, ребят, вы такие большие молодцы, ведь это, возможно, последнее, что они слышат в жизни, они в метре стоят, я думаю, это очень беспардонная мадам, конечно. Вот. И мы едем домой с Саньком, и я просто, у меня слезы, и я такой, Санек, это невероятно, я теперь только понимаю, почему мы вообще стендапом занимаемся, потому что вот для таких выступлений это было самое лучшее и важное выступление в моей жизни. Мы живем в мире, когда на единицу времени приходится несколько войн, и каждый говорит, это моя война, это не моя война. Ты понимал про Арцах, что это твоя война? Конечно, конечно. Многие армяне могут там не принимать там за то, что я там, может, там язык не так знаю, за то, что я там что-то говорю, как-то высказываюсь. Для меня всегда было важно, что у меня дедушка оттуда. И, мне важно, что происходит там. Мне важно, когда важно помогать людям, если я считаю, что что-то происходит несправедливое. Мне жалко людей, которые должны покидать. Я, то есть, читал про это, и как они там брали все, что успевали, и ездили, забивались в машины, и уезжали. У них не было ничего, кроме документов.
документов, и их очень много. Ты представляешь, 100 тысяч человек просто уехало. Если у тебя есть возможность, а мне грех жаловаться, то есть даже несмотря на то, что у меня жизнь с нуля началась здесь, и финансово, и во многих аспектах, все равно уже к тому моменту у нас и клуб, и какие-то мы можем делать концерты благотворительные, мы делали много концертов. У меня было еще яркое впечатление, когда я ходил в фонд «Этос», у меня было 2 пакета с постельным бельем, и у друзей были зубные щетки, зубные пасты, у кого-то пакеты с шампунями. И мы подходим, и в этот момент дверь закрыта туда. И стоят беженки, и все женщины лет по 50-60. Их много. И они приходят туда, чтобы просить помощь, потому что вот они переехали, они без ничего, им нужно попросить. А фонд выдает какие-то базовые продукты, вот эту базовую корзину. И я вот так стою с 2 пакетами вот этого постельного белья, и ко мне подходит какая-то женщина из беженок и говорит: а это нам? И я говорю: да. Она говорит: а можно я напрямую возьму? И я такой: да, конечно. Я вот так открываю, и это просто, это знаешь, как вот воробушки на вот хлебушек ты кидаешь, и вот налетают, и на меня просто налетели женщины, и просто вот меня оттолкнули. И вот знаешь, это так страшно было, когда они вот так вот передо мной за постельное белье, которое я только что купил, вот так вот 2 женщины тянутся. И у меня просто какое-то шоковое состояние было. Я такой: хватит, пожалуйста, не деритесь. И там просто вот за секунду, то есть на пацанов налетели, у них забрали вот эти вот зубные щетки, потому что, прикинь, нету этого всего. И там надо действительно успеть. И осталось еще много женщин, которые такие: а еще будет, а еще будет. И я в состоянии аффекта такой: да, я сейчас. Я просто побежал обратно в магазин, закупил еще, принес еще. Они опять налетели, и опять остались женщины. И я 3-й раз пошел, и я 3-й раз им принес, и опять остались женщины. И я уже там последних, кто остался, я беру, говорю: а можете со мной пойти? И они со мной дошли, я им там купил какие-то там подушки, еще что-то. И я пошел домой, и тоже для меня это была шоковая ситуация. И когда это было, когда я раздавал, одна женщина меня попросила мой номер телефона, я ей дал номер телефона, и оказалось, что это самый быстрый способ для связи у них, когда кто-то одна берет, и куда-то у них, видимо, или чаты есть, или какое-то сарафанное радио. И мне с тех пор, вот несколько месяцев подряд, мне звонили, каждые 5 минут, разные семьи. И в какой-то момент я просто начал их записывать, и в какой-то момент мы с подругами сделали место, где мы держали всякую одежду, мы сделали какую-то базу из людей, и там было, мы что-то помогли, что-то около 70, наверное, семей, где было там по 10 человек, там, по 15. И за секунду это все превратилось в то, что надо уже делать вот это, и уже какие-то волонтерки, у меня уже какие-то подруги, которые здесь живут, говорят: давай мы будем это помогать, и уже друзья говорят: мы тебя довезем, и то есть у меня друг на машине, мы с ним ездили там в разные районы Армении, довозили, потому что, как правило, самые нуждающиеся, они самые скромные, и они даже многие не знают про фонды. То есть есть очень много наглых людей, которые мне там, я не знаю, по 5 раз просили помочь им. Я закупал 3 мужчинам и 1 парню. Я закупал в магазине всякие кастрюли, тарелки, еще что-то, на свои помню. И там вышло что-то 140 тысяч драм. Это 30 с чем-то тысяч рублей. И меня отводит в сторону парень и говорит: брат, а можешь мне телефон еще купить? Я говорю: какой? А у него нормальный телефон, у него там Xiaomi, просто чуть-чуть поцарапанный, там, или что-то такое. Он: мне бы iPhone. Я говорю: какой iPhone? Говорю: чувак, у меня деньги. Я говорю: я их трачу на постельное белье, на то, что людям в первую очередь необходимо. Он говорит: брат, мне для работы iPhone. Я говорю: для какой работы тебе iPhone? И мы с ним как-то и в итоге они недовольны уходят. Я еще с осадком, знаешь, что я еще что-то не докупил. И они уходят такие: ладно. Потом позвоним тебе. И вот были и такие случаи, когда ты возвращаешься домой и такой: что я делаю? Люди, почему вы так это? И сейчас я занимаюсь в основном какой-то предметной, конкретной помощью в Инстаграме, когда мне кидают семьи, которые вот вообще в тяжелом состоянии, знаешь, когда там отец семьи болен онкологией, а детей 6, они маленькие. Семьи, где дети с ДЦП, есть семьи, где, не знаю, нету отца, и мать не может работать, потому что инвалидка, и очень много таких семей. И действительно
много армян, которые готовы помогать. То есть диаспора очень мощная у нас. Но и мои русские подписчики тоже, и украинские, и белорусские. Ну, то есть очень у меня оказались хорошие подписчики в этом плане, которые мне доверяют. То есть я как будто ощутил, вот почему я собирал их всю жизнь, знаешь, чтобы они вот сейчас мне писали. И я всем отчитываюсь, всем кидаю чеки. И каждый раз, когда я кидаю чек, мне говорят, да не надо, мы тебе доверяем. Я такой, да нет, мне так спокойнее. А внутри я такой, господи, вот это круто. Знаешь, вот это классно, я создался. Ты не хочешь создавать фонд? Слушай, я думал про это несколько раз, но мне кажется, я вот могу не вывести эмоционально. Знаешь, как говорят, в первую очередь себя нужно спасать, а потом уже других. Я вот сейчас пытаюсь вот так двигаться больше в сторону того, что я такой, так, ты должен сам сначала себя это привести в порядок. Потому что у меня с теми же порнофильмами, например, был разговор, когда они все деньги, первый месяц войны, они все деньги переводили во все фонды. Я говорю, ну вы оставляете хоть чуть-чуть себе, ну, на жизнь. Такие, нет, мы все будем до копейки оставлять. Я говорю, блин, вы дураки. Кому лучше от этого будет, что вы сейчас все отдадите, останетесь без денег, закончите карьеру, не запишите больше альбомов, и все, ну кому будет лучше. И многие просто так жили, я там первые месяцы так жил, но потом приходится все равно осознать, что ты себя тоже должен держать на плаву. Проигрыш в этой войне, ну фактически проигрыш, может ли он сделать Армению сильнее? Вообще проигрыш в войне может сделать страну сильнее? Я думаю, да. Я думаю, что не нужно на таком уровне трагедизировать слишком. Нужно просто идти дальше, принимать то, что есть, радоваться тому, что люди живы, радоваться тому, что 100 тысяч человек, да, у них тяжелая ситуация, но они там не погибли. И много, к сожалению, погибло же у нас там и в 2020 году, и там в прошлом году. Были ужасные видео, там, я не знаю, издевательств, там, в том числе над трупами. Там, и женщин, там, ну, то есть это все в памяти, знаешь, остается навсегда, но при этом, если быть только на этом зацикленным, то это ты будешь всегда жить в трагедии, ты всегда будешь жить в желании мести. Это все не приносит того, что может принести желание, например, создавать и попытаться начать что-то делать светлое и принимать обстоятельства и жить дальше. Это, может, не популярная мысль, но мне кажется, что это может привести к тому, к какому-то успокоению, что ли, к какому-то, грамотно сказать. Я тут вообще на таком лезвии хожу, знаешь, что типа там шаг вправо, шаг влево, мычание вправо, мычание влево, это уже тебе предъявят. Но мое убеждение, что раз так произошло, то все, мы имеем сейчас вот это, что у нас вот 100 тысяч человек вот тут сейчас в Армении, вот все, ну давайте поможем, давайте устроим, обустроим, и дальше будем жить, и дальше будем развивать. И у нас... Территории, земли? Ну вот так вышло не из-за нас. Это вот всякие моменты из прошлого, которые от меня, например, вообще не зависели. Понимаешь, то есть когда там спорят за земли там, Карабаха, Арцаха и говорят, то есть каждая сторона может предъявить какое-то конкретное время и будет права. То есть армяне могут сказать, что как это может быть ваша земля, когда у нас церкви много веков стоят там, а у вас народ там ему меньше лет в 10 раз, чем у нас там церкви стоят. И как будто это правильно. И ты такой, да, действительно, исторически это же вот так. А кто-то скажет, а вот Советский Союз, там, это все, ну, Азербайджан, что вы вообще живете, армяне здесь. И тоже как будто по бумаге это будет. И в этом копаться, знаешь, это, ну, сейчас так. Но я думаю, что нам бы сейчас урегулировать какое-то, не знаю, состояние внутри страны и думать дальше, поднять голову и просто идти дальше. У нас же Хорвираб, Катя, Хорвираб есть. Это на вид на Арарат, правильно? Да, подножие горы прямо, километров... На границе с Турцией. Да. Там это есть яма. Где Григор был? Да. В этом яме его держали 13 лет. Так. 2 вдова кормили каждый вечер, 2 буханки хлебом, кормили его. Это Григор Просветитель. Григор, который принимал христианство, вот так скажем.
Приезжаем туда, две девчонки из Москвы, эти стюардессы. Они поднимаются с нами. Я говорю, нет, я не поднимусь, не хочу, далеко. Нет, столько надо каждый раз подняться со всеми, с ума сойти. Один из них замужем, а одна нет. И я говорю, в общем, легенда гласит, как будто кто сюда спускается, замуж выходит или женится. Она радуется и подходит к краю, смотрит, а там 6-7 метров глубина такая. Она обратно приходит и мне на ухо говорит, наверное, я так и останусь. Потом приехали сюда, к Егарту. А там есть вода, где вот ручную все это сделали церковь. И стоим очередь, полная очередь стоит. Она говорит, а что очередь? Да я не знаю, говорю, тоже легенда такая есть, кто воды пьет, детей будет иметь. Она на меня говорит, я же не замужем, я не знаю. Как тебе удается 2 года ты здесь живешь, тебе не появился армянский акцент? У меня вот это саратовское аканье у меня, то есть вообще не намека на армянский акцент. Ты, Володин и Евгений Миронов? О, господи, да. Найдите натурала. Ставите это, нет? Да. Вообще сложно тут учить армянский, потому что все по-русски с тобой разговаривают. То есть у нас комики молодые, которые знают армянский, я им говорю, говорите со мной по-армянски, мне нужна практика, мне нужно слышать, мне нужно говорить. И они из уважения, хотя сами знают русский язык на уровне, я не знаю, моего армянского, говорят, нет, брат, давай, тебе неудобно, мы будем с тобой русский говорить. А трудный армянский? Да, он уникальный. В этом трудность, что все слова имеют свой аналог, буквы, которых больше нигде нету. Вот я научился в первую очередь, буквы выучил. И то есть я читал вывески и все такое, не понимал, что это значит, но читал. И у меня это заняло, прям я почувствовал, как это занимает какое-то место в голове. То есть память моя кончается, если честно. Там, например, даже телефон — это хорохос. Вот в каком языке телефон — это не фон, не телефон, не мобайл, а вот вообще другое и много. Ну вот грузинский такой же еще, он тоже уникальный. Ну они вообще не похожи. У нас тупо конкуренция христианская, знаешь, такая. Мы такие, типа, нет, мы придумали, нет, мы придумали. Нет, наш Месроп Маштоц придумал вам алфавит. Нет, он не придумал нам алфавит. А что, 2 раза? Как нет? Не, это я говорю. Тихо. Эти сразу завелись, как нет. Когда грузинам надо были буквы, Месроп Маштоц же на дереве, на доске вырезал, да? Вот что попалось, вот эти круглые, да. Отдали. Да, есть такая легенда. У моего друга есть смешная шутка у Гора Горянца, что грузинам легче поверить в то, что Бог вот так посыпал им буквы с неба, чем то, что это армянин придумал. У грузинов нету, большая буква, допустим, у них только один буква, все. Это серьезно? Да, это заявление. Да, а еще это... Во всем мире мама говорят, а грузины папу. Да. Деда они говорят. Деда, да. Это наша рубрика «Немножко про грузин». Давай проясним, пожалуйста, что случилось, почему тебя не пускают в Грузию и как ты об этом узнал? Без объяснения причин меня не пускают. То есть ты не знаешь, что случилось? В первый раз, я так понял, меня не пустили из-за того, что до меня проходил человек такой, знаешь, с такой бородой, с такой сумкой и очень опасно выглядел, как боевичок. Его не пустили, там правда как-то он очень опасно выглядел, и он, видимо, с Кавказа. А я из-за того, что часто ездил в Грузию, просто по 2 раза в неделю я туда-сюда ехал, я прям челноком туда-сюда. Там нужно сделать клуб, здесь нужно что-то сделать. Я очень сильно был в делах, и я очень часто ездил, и поэтому я знал все, как границу проходить. И я первый выскочил из маршрутки, потому что все пока там в дуплят куда идти. И я просто сразу побежал, потому что я эту границу, я говорю, я знаю, просто я завязанными глазами ее пройду. И я подбегаю, и я был после него. И, видимо, меня как-то связали, что я с ним проходил. И впервые за все время, что я проходил границу, женщина, которая сидела на паспортном контроле, она обратила внимание, что у меня место рождения Грозный. И я прям видел, как она, знаешь, такая... то есть вот я понял даже, что она увидела.
И она мне говорит, подожди. И я уже сразу так, а мне ни разу так не говорили. И я уже сразу такой, блин, да что такое? И я отхожу в сторону, и ко мне подходит этот боевичок и говорит, что, брат, тоже не пускают? Я такой, ну да, наверное, сейчас пустят. Они, видимо, не знаю, подумали, что я с ним или как-то... И вот меня не пустили. А его тоже не пустили? Его не пустили, да, точно. Потому что потом, когда я пытался отменить и отменил этот отказ, мне говорили, что первого мы точно не можем отменить, а второго типа можно. И я думал, что за первый? А потом оказалось, что это вот, видимо, про него. И потом меня не пустили где-то через 5 поездок после этого. Опять меня забрали паспорт, я сидел, ждал. Но я думал, что все, меня теперь всегда будут пускать, потому что уже был этот инцидент, и сказали как будто за меня, что я нормальный человек, и пускайте его, пожалуйста. И я сидел, ждал на этой же границе, а меня там уже все и менты знают, и пограничники просто все ходят, там мы вот так вот просто машем друг другу. Я открываю «Медузу», и там на основной странице написано «Россиян массово разворачивают на границе с Грузией». Я такой думаю, блин, плохой знак. И я сижу еще минут 10, и мне несут вот так вот эту белую бумажку, которую я уже видел, как она выглядит, которую я понимаю, что это отказ. А у меня вот день-два концерта в Тбилиси, на следующий день-два концерта в Батуми. И я ему издалека смотрю и такой, да нет. И он такой, типа, да-да. Я говорю, почему? Он говорит, ну вот без объяснения опять. И я опять развернулся, уехал. И потом у меня был третий заход, когда я уже получил армянский паспорт, и я с ним поехал на поезде, то есть я такой, все, ну это верняк, с поезда не высаживают, по армянскому паспорту вряд ли высадят, я просто проскочу. Меня высадили с поезда. С армянским паспортом. Да, унизительно. И я просто ехал, я помню, меня высаживают, я такой в шортах, меня ноет 5 утра, весь поезд смотрит на меня, знаешь, как на лоха какого-то. Я иду такой, да блин, ну мне просто он спросил, у тебя есть еще паспорт? Я думаю, ну зачем обманывать? Говорю, да, есть российский. Они, видимо, пробили, что по российскому у меня проблемы. И я помню, я вот так вот реально за шкирку, я вот говорю, я как хулиган, который забор не может перелезть, меня вот так просто такие, нет, пойдем. И меня сажают в машину грузины-пограничники, я сзади еду, знаешь, как преступник, хотя я ничего не делал. То есть я всегда при этом понимал, что я ничего плохого не делал для Грузии, и мне странно, что я в этой ситуации. И я еду сзади вот так, и они везут меня обратно к армянской границе, типа, возвращаясь домой, и я еду и такой... Вы понимаете, что вы все портите? Вот вы что делаете? Я вообще, у меня друзей грузин полно, и они такие, хватит. И вот тогда, вот, когда меня вот типа третий раз развернули, я уже такой, все, я больше не буду пробовать даже. Я уже не хочу, у меня кредит доверия закончился к этой границе. Ну или после этого ты пошутил про хинкали? Во время, я и в Грузии же шутил про это, да. Ну и хинкали в Армении вкусней. Кстати, да, вы, кстати, не думайте, вот люди согласны, вы не думайте, что это моя правда, это даже не шутка, это моя правда. Грузины мне могут сказать, что ну мы придумали хинкали, а я им отвечу, что отец не тот, кто родил, да, а тот, кто воспитал и приготовил нормально, правильно? Что ты вопросы задаешь? Ну да. Ну хинкали, да, вкуснее в Армении готовят. Все, скандал. Это правда, что когда ты уезжал из России, ты стер почти весь свой Инстаграм, кроме одной фотографии с Песковым? Да, не одной. Я когда улетал, я оставил 8 фоток, и там буквы Z вот так складывались с Песковым. То есть это такое комбо было. Я периодически выкладывал эту фотку в разных обработках, там разные, значит, фотошопы были, но всегда я и Песков. И там можно архивировать фотографии. Я так заархивировал, чтобы остались 3 сверху, одна вот так в центре во втором ряду и 3 снизу, чтобы вот так Песков, чтобы... И я даже хотел, чтобы меня позвали на допрос, потому что это какое-то сумасшедшее время было, где мне друзья говорят, блин, Гарик, удаляй все, потому что ты сейчас придешь, тебя там заставят все показывать, отчитываться за каждую фотку, а кто-то говорит, да не паникуйте, просто уезжайте, никто ничего не спрашивает. И мне что-то так надоело, что я подумал, что надо уж наверняка действовать. Я сделал вот так, типа, как... Откуда у тебя фотка с Песковым? Z-кой. С чемпионата мира по футболу. Мы друзья. Неожиданно такое. Да, это внезапно. Мы гуляли по Никольской после игры с Уругваем. Так. Россия вышла из группы тогда, и просто я смотрю, что толпа людей фоткается с кем-то, и я смотрю, это Песков. Я думаю, блин, вы что, дураки, с Песковым фоткаться? И через пару секунд я такой, блин, я хочу с Песковым сфоткаться. И я подбежал и сказал ему, что, блин, я не успел сфоткаться с толпой, я не попал в кадр, можно я с вами лично? Он говорит, да, давай, там охрана так смотрит, и мы там селфач сделали.
Да, это было круто. Многие вспоминают 2018 год как один из самых пиковых моментов того, как все классно было в России. Да. При этом 4 года уже событиям в Крыму, и российские войска уже оккупировали часть Украины. Почему в 2022 году ты вот четко для себя понял, что все, пора? Ну, при всем уважении к судьбе Крыма и аннексии, мне кажется, что события 22 года, они все-таки более яркие были для общества. В 2014 году я так же, как и все, кто сейчас говорит про этот год, не был погружен настолько в события. Это еще, знаешь, постмедведевская Россия, где ты такой, ладно, разбирайтесь сами, как будто что-то либеральное было, и ок. И я даже, знаешь, вспоминаю часто, что я смотрел КВН, и там была команда «Союз», и у нее была песня «Просто вернули полуостров». И я думал, блин, какая угарная песня. Ну, и я прям смеялся, потому что мне как будто плевать было на... Я просто знал, что есть такое событие, и для меня это не было как будто чем-то глобальным. А когда сейчас это все произошло, ну, я уже, во-первых, был погружен, я такой воспитан этими митингами последних, там, не знаю, 7 лет. Я, например, сейчас езжу, когда по разным странам, вот в Израиле, например, огромное количество людей, которые уехали в 2014 году как раз. Кто понял тогда и такие, все, мы уезжаем. Возможно, возраст действительно. Мне было в 2014 году 22. То есть я закончил университет, и я такой, надо в Москву переезжать. В 22-м уже, конечно, это вот сразу с утра ты просыпаешься, и такой, мне кажется, что все закончено. Вот как у меня ощущения были, по крайней мере. И я сразу почему-то понял, что я больше не буду работать, у нас больше не будет передачи. Прям вот чуть ли не первая моя мысль была. И что это ужас, и я и выступать не смогу потом. Ну ладно, надо сейчас пока разобраться, что к чему, и через 2 недели я уже утвердился в своих мыслях, когда понял, что я действительно вообще ничего не решаю, вот я принял решение уехать. То, что так все расслабленно приняли историю про Крым и Донецк, сыграло свою роль в том, что стало возможным 2022 год? Я думаю, да. Я, знаешь, не дошел до той стадии, когда я виню себя за это, что я был мало погружен в политику. Но если глобально задуматься, наверное, да, это были огромные симптомы того, что может произойти. И мы это упустили, пропустили, вовлеченности ноль. Все скатывалось к шуткам каким-то. Там, я не знаю, там Конституцию поменяли под бесконечный срок. Мы такие, можно скетчи снять какие-нибудь шутливые. Я себя называю, что я борец за справедливость, но в Твиттере. Вот я всегда был, что вот какое-то событие происходит, я напишу шутку в Твиттере и такой, все. Ты сразу настроен на то, что ты ничего поменять не можешь. И вот что ты сделаешь с изменением Конституции? Ну, какой-то пародийный скетч. Ну, люди напишут, что там, молодцы, вы следите за событиями. Фидбэка никакого нету, именно глобального. То есть Путин не скажет, ой, да, действительно, что-то мы перебарщиваем, наверное, надо... Ну, наверное, сменяемость нужна все-таки. У меня был такой момент, когда вот мы снимали видео «И драк не враг», и все комики записывали там длинную речь, которую мы написали там с ребятами. И там все были ребята с разных слоев, у которых разная аудитория, разный контингент. Там, то есть были взрослые комики, там был Шац, там был там Незлобин, там были ребята с ТНТ, с Лейбл.ком, там были там с клуба, андеграундные ребята. Гудок был, там Долгополов, там, ну, все. И я такой думаю, ну вот оно, ловите, вы сейчас вот все люди посмотрят и такие, и наш любимый комик, он с ним. Значит, это действительно неправильно, значит, действительно нельзя сажать за шутки. И мы заливаем, я помню, мы заливаем этот видос, и еще хуже стало. То есть люди начали писать, что их тоже нужно выгнать и депортировать, их тоже нужно посадить. И я такой, блин, что я наделал? Мы просто набрали людей и как будто подставили их под удар. Это была такая репетиция перед, знаешь, Пугачевой, вот когда ты думаешь, что есть авторитеты, на которых не пойдут. И если они скажут, то люди такие, все. Все вот эти ребята, и Драк, Саша, ну, в общем, даже Чапарян в каком-то смысле, и еще куча комиков стали широко известны благодаря тому, что ты пошел работать в программу «Вечерний Ургант». Да, но я думаю, это уже не давало той популярности. Знаешь, хотелось бы, чтобы это было как в Америке, когда раньше только телек был и только Late Night, и там комика зовут, он выходит, и все, он на следующий день просыпается звездой, у него туры и что-то невероятное. Тут, к сожалению, это уже так не работает, потому что
эти кусочки с отдельным стендапом довольно немного людей смотрело. Кто-то по-любому открывал для себя ребят, но там, как правило, в комментариях было либо «О, наши на первом, ура! О, прорвались!» Вот такие были, либо «Фу, это чё?» А те, кто уже слышал, они слышали, соответственно, и шутки, потому что ребята такое сделали бест из всех своих шуток и цензурные довольно, и выступали с ним. То есть Артуру больше ЧБД дал намного, чем «Вечерний Ургант». Но вот присутствие на диване комиков, кстати, неплохо давало буст. Я помню, у нас был Комиссаренко на диване, у нас был Усович на диване, у нас был Чеботков на диване, у нас был Орлов на диване. У них у всех были хорошие просмотры. А у вас как это разделось? На диване и в углу или как? Не, на диване и просто как рубрика ты выступаешь со стендапом. То есть, а у ребят было, у некоторых игры были, а у некоторых микс был, что они в конце еще стендапили. Но вот все приходы на диван именно, они классные были. Они вот прям хорошие вторые гости были. Это уже как звезда. Вторые гости, это значит не первый гость, а второй гость. Первый это условно из там актерского какого-то круга, такой для более старшей аудитории. А второй это такой вот, который сейчас там стреляет или сейчас популярен для молодежи, что-то такое, для другой аудитории. Вот мы ребят с ЧБД позвали, я помню, вообще какой-то фурор был. И это взаимовыгодная была игра, потому что это много просмотров на Ютубе, как у сегмента отдельного, так и аудитория Первого канала тоже видит, что их там условно приняли, вот Ваня их позвал, значит, они существуют. В 2018 году ты, да, прошел конкурс и пошел в «Вечерний Ургант». Да. Это был для тебя определенный компромисс? То есть ты идешь на Первый канал, который, в общем, такая здоровая пропагандистская машина. И там где-то вот в районе 0 часов есть веселая программа «Вечерний Ургант», которая у интеллигенции популярна. Все-таки я попрошу. Окей. Это важно. Это важно. Мы все-таки еще цепляли этот день. Да, это тоже популярное мнение, что нас никто там не смотрел. И мы, кстати, это стебали. По телеку, да, по телеку, да. Ну, вопрос про компромисс. Было для тебя это компромиссом? Тогда, вот чтобы не соврать, мне кажется, что нет, потому что я всегда к «Вечернему Урганту» отдельно относился. То есть я как будто бы всегда смотрел «Вечерний Ургант» и думал, блин, какая клевая передача передовая, где можно увидеть музыкальный номер от Оксимирона, где можно там увидеть в гостях какого-нибудь голливудского актера, где вот такие вещи происходят, где Ваня читает какие-то новости с очень такими шутками, которые такие иногда ты такой вау. Это твоя тоже была зона ответственности, да. Вот там шутки в новостях. Ну да. А у меня это совпало с тем, что я хотел найти какую-то работу, потому что я опять в какую-то зону комфорта упал, знаешь, где я просто выступал каждый день, получал какие-то деньги, мне этого вот так типа хватало. Там какая-то минималка, я просто там спал до дня, знаешь, там типа, днем валялся, а потом шел, выступал вечером где-то за 5 тысяч, за 10 тысяч, и мне этого очень хватало. Долларов? Нет, ты чего? Бог с тобой, нет. Я бы тогда не пошел бы на работу. При том, что, я говорю, я бы получал намного больше, если бы я не работал на «Вечернем Урганте. Я бы на турах больше делал, еще на чем-то. Я бы не скажу, что там космическое было у меня ЗП. Я пошел именно потому, что мне хотелось быть причастным к этому всему. Потому что late night — это еще и, знаешь, это вот что-то с Запада, это что-то такое... Ты хочешь посмотреть, как это устроено изнутри. Я смотрел помимо там Урганта еще там какого-нибудь Феллона, Конана и всех, посматривал, знаешь, вот эти сегменты. Даже вот были моменты, когда мы делали какую-то рубрику, а потом видели это у Феллона похожую рубрику, и мы такие, опа, это что у нас? Кто-то сливает или что? Я относился отдельно к этой передаче всегда. Я не смотрел на то, что это часть Первого канала. Я до сих пор не смотрю, что это часть Первого канала. Понимаю о чем-то, я понимаю вот эту мысль про создание иллюзии оппозиции, иллюзии свободы слова, что вот у нас идет типа там пропаганда, «Вечерний Ургант», и могут сказать, что есть же и такое мнение, и вот мы как раз вот это такое мнение, которое оттеняет вот это вот, которое весь день зомбирует людей. Я это понимаю позицию, но тогда понимал? Да. Но я говорю, я с другой стороны на это смотрю. Я смотрю на это со стороны, что вот я утром еду в метро на работу, и рядом со мной всегда были люди, которые смотрят новости Вани. И знаешь, приятно, ты такой едешь в метро и такой думаешь, блин, это моя, что сказать, что это я там что-то придумал. Или сказать, что вот это мы вчера шарили. Я с этой стороны смотрю вообще на вещи разные. То есть у меня было такое, что я такой, лучше пусть мы будем, и там будут вот эти шутки, и там будут вот эти новости подниматься, которых нету даже в новостях, которые идут. И люди, условно, в метро посмотрят и такие, и это произошло. И у них бац, какая-то, знаешь, там чакра, что вот это, значит, это реально.
для меня лучше пусть вот так будет, чем нас вообще там не будет, например, и остальная часть просто вот в этом утонет, в этой пропаганде, понимаешь? Потому что я верю, что люди, которые смотрели, например, новости, там, «Вечерний Ургант», они не будут вестись на вот какие-то дневные, например, штуки или что-то такое. То есть ты думаешь, что в одной голове не уместится? Я думаю, что все-таки разные головы это. Что если ты любишь вот эту передачу, и эта передача может воспитывать в тебе какой-то вкус, стиль, что ли, какой-то, знаешь. Это очень наивно, и это вот как, наверное, с видосом про «Драк не враг», но я все равно верю, что есть какая-то вот средняя прослойка, и они пытаются и те новости изучить, и вот они видят, как круто это подано, и как действительно это можно описать вот так хлестко, а смотрят, а есть международная пилорама, где ты такой Ющенко, прыщавый, и ты такой, блин, я не хочу с ними быть, у них уровень юмора вот такой, обидеть, оскорбить. Там у Ангелы Меркель климакс. Я не верю, что люди, которые смотрели «Вечерний Ургант», потом смеются над международной пилорамой, например. И для меня это было важно, что люди в комментариях писали, что типа, ребят, спасибо вам, что там вот это, мы поняли вот эту шутку. Вы ничего не сказали, но сказали все. Хорошо, давай так. То, что вы ничего не сказали, но сказали все, это компенсирует то, что только что в новостях сказали дичь. Я думаю, нет, но нельзя это рассматривать со стороны компенсации. Если это сказали дичь и нету нашего чего-то, то это хуже, чем если сказали дичь и есть наше что-то. Вот так. И вот я хочу пример привести. Когда Идрака депортировали, был день народного единства, по-моему, и я написал такую вордплеевскую шутку, такую, что типа вот сейчас день что-то народного единства. В этот день забываются такие вещи, как война и раздор, что-то ссоры и конфликты, депортация и драка, что-то и что-то. И я помню, я ее вставил, и я такой думаю, блин, вот это я сейчас, вот поднимем мы шумиху. И потом, я помню, выходят, и люди пишут в комментариях, блин, крутая шутка, круто в проброс про Идрака, круто в проброс про Идрака. Блин, про Идрака поняли, там кто-то там на YouTube пишет, Гар, наверное, ты, Гар, респект. И ноль вообще какой-то реакции. И я в какой-то момент словился на мысль, что, господи, я просто спекулировал на теме. Я так хотел с благородной стороны, знаешь, это чтобы по Первому каналу про это сказали, про что вот у нас депортируют человека. В этом лайне нет не то, что комика Идрака депортировали навсегда из России. Ну, как бы люди же не знают, кто это. Ну, вот вся аудитория вот это Первого канала. Она же не знает, что произошло. Это в проброс шутка была, да. Но у нас были какие-то более объяснительные про эту тему шутку, кстати. Мы могли про это там сказать. А скажи, твоя зона ответственности было приглашение комиков, чтобы вот таких комиков, ну как бы андеграундных, чтобы их популяризировать. Да. Это с одной стороны. А с другой стороны, ты писал шутки, и в том числе ты писал новости. Ну да, придумал игры всякие, да. Я там себя воспринимал, выделял себе роль такую, что вот я какую-то хочу написать шутку, которая там иногда на грани, иногда какая-то там смелая, и которая еще пройдет. И для меня это круто в рамках вот этой передачи, что я понимаю все, что там телевидение, там федеральный канал, но туда будет прикольно написать вот такую. То есть там были шутки, которые очень круто было, допустим, дать Ивану, но я бы их не мог рассказать со сцены, потому что они бы казались какими-то менее зубастыми. Но на сцене иногда я там что-то брал, что не войдет. Меня это абсолютно устраивало. То есть я в Твиттере что-то писал, какие-то шутки, на сцене говорил шутки, там говорил, писал шутки. И, то есть для меня главное было это производить и творить. У меня были какие-то свои цели на «Вечернем Урганте», в том числе, например, научиться реагировать быстро на актуал. То есть вот выходит новость, как быстро ее сразу обшутить. Мне кажется, я там довольно... А сколько у вас времени обычно было? Ну, бывало, что вот прям перед съемкой передачи минут за там 20 какая-то очень громкая новость, которая ты понимаешь, что ты обязан ее рассказать, и ты быстро в попыхах пишешь, пытаешься выписать эту новость, все штурмом накидывают, и вот Ваня там как-то доразгоняет, добивает, выходит, ее как-то подает, и это вот основная тема выпуска новостного. Бывало, что мы там в прямом эфире иногда выходили там после футбола какого-то, и нужно было как-то шутки на разные случаи, там на победу, на поражение. Можно было, вот он сейчас выходит, и нужно что-то сказать, давай вот эту. Я чувствовал себя востребованным, что я там, что, знаешь, это было интересно, что я возвращался домой там на метро, на свою там Пражскую. Я после работы ехал куда-то выступать на open mic, и поздно уже возвращался домой часов в 11, я заходил домой, а там по телевизору Ваня шутит то, что мы разгонялись сегодня днем. Это очень быстрая реакция, по меркам телевидения самый быстрый фидбэк, который ты мог получить, что ты днем придумываешь шутку, вечером она уже в экране, ты вот видел, как это снимают, ты доезжаешь до своей окраины Москвы, заходишь домой, у тебя уже в экране там на Первый канал, и Ваня вот так вот шутит. Ты такой, ой, это мы придумали. Были ли у вас флажки красные?
Ну, конечно. Не было какой-то методички, не было списка, чтобы вот про это нельзя, но ты как будто сам понимаешь на той стадии, когда ты приходишь и такой, ну вот это, наверное, перебор будет для телека. Но были моменты, когда, там, допустим, нам говорили, что эту шутку не одобрили там сверху, и я думал, да почему не одобрили? И если кто-то еще там мог сказать, да почему не одобрили? И там тот же Ваня мог позвонить и сказать, ну, знаете, мне кажется, что, ну, нормальная шутка. И получалось иногда, типа, протаскивать. Позвонить куда? Ну, наверх. Богу. Богу, да. Юрию Лужкову. При мне было, что мы какие-то отстаивали шутки, да. Ну, просто мне всегда странно, когда меня спрашивают про вот типа, цензуру на Первом канале, как будто это настолько очевидная вещь, что она есть, что что этот эзопов язык, я никогда же не отказывался от этого, я никогда не говорил, что у нас там что-то не было такого. Я имею в виду, что профессионально, конечно, работать эзоповым языком, это интересно, ну, это такой вызов, да? Это как, знаешь, вот, когда кто-то говорит, а я вот в депутаты бы пошел, чтобы изнутри изменить все, и в этом же нет вообще ничего плохого, это же крутая идея, но многие люди скажут, в депутаты, фу, ты, типа, хочешь связаться с этой шайкой. Ну, а как менять, понимаешь, ну, нет, ну, тут как ты для себя это объясняешь, ну, да. Понимаешь? Ну, вот Навальный, например, хотел туда пойти, что ему можно сказать, что он там на компромиссы хотел, или Яшин депутат тоже. Ты ж, хочется менять что-то. И это действие. Ты идешь туда, и ты такой, блин, круто мне, конечно, шутить в барах Москвы и говорить, там, Путин вор, и все ржут, и там я такой крутой оппозиционный, а вы попробуйте вот туда пойти и оттуда попытаться что-то, вот в условиях того, что можно, вот попробуйте так продвинуться. В конечном итоге, кто принял решение о закрытии вечернего Урганта, команда или руководство канала? Я не знаю, мне кажется, что Ваня с командой. Мне кажется, скорее от Вани шла инициатива. Потому что, мне кажется, если бы он сказал, давайте дальше, он бы мог как-то, наверное, договориться. Люди бы за ним пошли? Ну, не люди, а руководство, наверное, бы сказало, типа, давайте делать через какое-то время. Но я не думаю, что был такой вариант, что вот в то время можно было как-то продолжать. А потом? Ну, как видишь, что... Ну, нет уже ничего. Это нормальная позиция, это страшные времена. Ну, невозможно выходить с развлекательной программой, невозможно выходить с какими-то там, я не знаю, с программой, с новостями. Это даже сейчас для меня относится. Вот сейчас, когда там шоу «Воля» выходит, например, я не понимаю, типа, как вообще. Это что за иллюзия, это что за ширма вообще такая, где там Илья Соболев читает новости вообще ни о чем. Ну, зачем ты это делаешь? Или там шоу «Кстати», знаешь, на ВК выходит, где Харламов, там, Азамат и Дорохов ведут, и к ним Мизулина может прийти. И такие, а что, Моргенштерну приезжать обратно? И он говорит, а зачем он нужен? И они такие, да, зачем он нужен? Конец шорца. 1000 лайков, там, 1000 комментариев, типа, да, правильно. А для меня это какой-то ужас, что, типа, они легитимизируют Мизулину, который вообще страшный, непонятный человек, доносчик и все такое. Я вот Гарик Харламов, которому, там, я не знаю, который кредит доверия, видимо, никогда не кончится, что бы он ни делал. Я так же, как и все, очень респектую за, там, начало комеди-клаба. Это огромный прорыв в области юмора. Его смех, его вот эти срывы и вот эта неотрепетированность, вот это какая-то халатность, там, что ли, это очень органично, смешно, это очень круто, и он очень, очевидно смешной чувак. Но, опять же, сколько можно говорить, например, что типа, да ладно, он же смешной, давайте его не трогать. Ну нет, блин, если он на ВК с Азаматом и с Дорохом, к которому я тоже всегда по-человечески очень тепло относился, и они на ВК, типа, делают вот это вот с Мизулиной или еще с кем-то, или там они с кем-то, не помню, там Незлобина обсирали, типа, ну, в Америке там вот так вот. Ну фу, зачем вы это делаете? Это прям очень плохо. Вот в это время, когда ты знаешь, кто такая Мизулина, когда ты знаешь, что она делает и как она засаживает там людей, как она портит жизнь людям. Ровно поэтому это и делает. Каждый же надеется, что его-то обойдет. Ну, видимо, да. Для меня это ужасно, что это вот на шоу Мизулина, в жюри КВН, в жюри КВН, господи, Мизулина. Это же что за прикол? Это вообще кто? Это выдуманная Лига безопасности, это выдуманная лига, реально. Просто, ну, ты кто? Зачем быть причастным к этому? Ладно, вы в ВК там сидите, да, и там, может быть, нету уже альтернатив никаких, там, это единственное, где деньги предлагают. Но зачем участвовать дальше в этом? Были ли идеи создать вечерний Ургант, но уже без Первого канала, тем же коллективом, который, судя по всему, был и тебе так дорог, и как-то между собой очень сплочен?
Раз уж вы все приняли вместе это решение. Ну, я не слышал про такое. Я думаю, что много было идей что-то сделать в интернете, но до меня ничего в итоге не доходило. Я же, видишь, еще в той ситуации, что я от коллектива-то сразу почти отделился и уехал. Я же сразу почти уехал. А все остались? Не все, кстати. Думаю, человек 10 уехало. Но я, видишь, я просто не внутри, я не принимаю участие. Даже до меня слухи не доходили никакие, что, типа, может быть, не может быть. Но это вот от Вани зависит. Мне кажется, Ваня — это тот человек, на котором было завязано. Он же там и продюсер был, и все там, знаешь, что там, ответственный за это. И я думаю, как он захочет, так и было бы. Значит, не хочет. Значит, что-то может... Когда вокруг все время раздаются претензии в его адрес, что он что-то должен сделать, как-то должен сформулировать еще что-то сделать, ты как себе это объясняешь? Ну, потому что он большая величина. Нормальные люди все поняли, и ему, наверное, до сих пор это аукается, этот квадрат. Ну, то есть, то, что он вначале сказал, как мы все сказали, я думаю, это ему до сих пор, мы знаем всякие там отстранения и всякие новости. Когда в «Эмпатии» Манучи выложили в сообщество, когда он написал, что какой-то ответ Ивану, хотя он его даже не спрашивал ничего, когда Манучаров написал, что вот, знаете, вот Иван там что-то заявил, а вот я считаю, что в этой передаче никогда не было юмора, и вот этот Гудков, вот этот либеральный, вот эти вот эскортницы, которые туда ходили, и что-то, какой-то гневный пост по поводу нашей передачи, и я офигел, сколько там комментов поддерживающих, что типа, да, никогда не понимал эту передачу, да, я всегда знал, что это зло, да, у Урганта нет юмора. Я такой, так, стоп. А я думал, что юмор Урганта — это такая константа, с которой вообще никто не спорит, что вот если есть какие-то безусловные вещи, это вот в том числе юмор Вани. А там тысячи женщин пишут, что да, у него нет, да, у него нет. И я понял тогда что можно людей на все настроить, даже на такие безусловные вещи. И что тогда уж говорить про какие-то более глобальные, что там Запад не прав, если вот внутри ты смотришь, я уверен, эти все женщины смотрели, и все было прекрасно, и они смеялись, когда это было разрешено. А может, они пилораму смотрели? Часть, я думаю, да, но я уверен, что часть смотрела, им очень нравился Ваня, и там Ванечка наш хороший мальчик, все такое. А сейчас они такие, правильно, Славочка, вот вы за Россию, вы против вот всех вот этих пиндосов, геев и всего такого, значит, вы наш рупор, и вы смешной, хотя 0 шуток. Это правда, что часть команды, оставшаяся и в России, и в телевидении, пошла работать с Митей Хрусталевым? Ну да. А между вами как это сказалось на отношениях? Да никак. Между мной и Митей у меня не было отношений. Но я думаю, что для многих просто настолько это врасплох было, что легче было вот сейчас продолжить там и привычную жизнь. Я решил уехать, я поехал, я строю свою жизнь. То, что делают ребята там, это их зона ответственности. Могут ли они сделать что-то подобное вечернему Урганту с Хрусталевым? Нет. Почему? Потому что время не то. Шоу «Воля» будет максимум. Шоу «Воля» это такое так искусственно. Вот это такая квинтэссенция того, что сейчас происходит. Квинтэссенция вот этого юмора в своем пузыре, когда у тебя осталось пару мемов, и ты их вот так доешь, потому что уже нечего доить, потому что юмор — это же более широкое что-то, как я считаю. То есть ты смотришь, и когда у тебя нету каких-то границ, ты, естественно, можешь и политику подстебнуть, и еще что-то. Из-за этого у тебя рождаются какие-то там, я не знаю, крутые вещи на грани. Как вот я всегда, например, ориентировался на каких-нибудь там, на барона Коэна, например, или на кого-нибудь, знаешь, которые там делают, да, вот эти там про Америку, вот эти скетчи. Я такой, он рискует жизнью иногда, он там бронежилет надевает, чтобы с реднеками пойти там зачитать им какой-то прикол. Он потом это рассказывает на передаче, где он сидит, такой, да, я там бронежилет надел, потому что был риск, что в меня выстрелят, вот ради просто шутки. Я такой, как круто. А у нас даже вот, я не говорю, что надо шутить так, чтобы в тебя стреляли. Тут ты смотришь на там пилораму, на шоу «Воля» и такой, а юмор сейчас вот такой. Прямо за моей спиной молодой человек, не побоюсь этого слова, настоящий патриот России. Отдает свой голос, а также голоса 260 человек. Да, 16 из которых уже умерли. Но пока они жили, голосовали за Путина. То, как ты пишешь шутки для
смехопаранойи и то, как ты писал шутки для вечернего Урганта, отличается по степени внутренней свободы? Да вот в том-то и прикол, что я и в Урганте себя как-то не сдерживал, но я не сдерживаю себя в правилах, понимаешь? Я как человек, который принимает какие-то правила, но в этих правилах пытается вот по максимуму сделать профит. Сейчас мне бы не переборщить, понимаешь? У нас есть пародия на все вот эти интервью либеральные, вот в том числе... Да, где ты меня пародил. Да, я попал в эту стену, где вот так вот сижу с Назаровым, такой, ну как? А как вы вообще улыбались после 24 февраля? И Назаров такой, нет, я говорю, типа, добрый день. И он говорит, после 24 февраля нету добра. После 24 февраля я не говорю уже добрый день, доброе утро, здравствуйте. Почему вы уехали? Я не мог молчать. Если бы меня потом дети спросили, а что ты делал, папа? Я бы ответил гордо. Я выложил черный квадрат. Насколько я помню, вы удалили черный квадрат буквально через час. Интернет все помнит. И не надо меня тут. И когда действительно для меня некоторые интервью, это вот так. И я, наоборот, думаю, как бы не переборщить с этим, потому что я глубоко убежден, что надо и нам, в том числе, уехавшим, стебать себя в том же, свои минусы. Значит, ты умнее, значит, ты самоироничней. У нас же действительно много проблем смешных, там, интересных. Ты видела эту иммиграцию вообще? Мы вообще кто? Мы только бримбэк изобрели. И все, больше ничего, мы вообще что? Вот. Да, спасибо, Владе. А все взлет, вот эти расколы там внутри, знаешь, ФБК и других. Это же полно тем, где ты такой, знаешь, что вы делаете? И мне, как комику, мне круто подмечать эти моменты и стебать и туда, и сюда. И поэтому я вообще сейчас очень наслаждаюсь этим, потому что мы и про то можем пошутить, про то. Интервью с Назаровым, это же только в нашу сторону. Благодаря этому интервью с Назаровым, между прочим, вы познакомились с Хачатуром. Да, он подумал, что это Олейников из городка. По усам, видимо, да. Да, то есть у меня с Назаровым был разговор интересный, что он говорил, а против кого мы шутим? И я говорю, что да против себя, вот так спокойно. Он говорит, а почему мы должны против себя шутить? Я говорю, потому что, чтобы показать, что мы знаем свои минусы тоже. Почему нет? Я не вижу свободы слова в том, что ты вот сидишь, и ты точно знаешь, что вот Гарик будет только против Путина шутить. Круто, когда ты про все можешь шутить. А когда ты комик, который не поднимает никакую проблему, но зато просто, не знаю, купается в бабле, я бы не хотел такую жизнь. То есть тебе во ВКонтакт не предлагали? Да и если бы предлагали. Мне Рутуб предлагал перед отъездом, я не пошел. А они мне позвонили и сказали, что я должен заархивировать все свои посты последние. Там был флаг Украины, как я выступал в Харькове, еще что-то. А меня уже взяли там вести одно шоу. И это мне очень бы помогло перед отъездом, потому что там нормальные деньги давали. Там про рэп было шоу, вообще ноль политики. Это было до начала войны предложение, но после уже войны они меня окнули. Я подумал, если я сейчас снимусь, мне дадут деньги, я уеду, прям идеально было бы, потому что много денег, шоу про рэп, там, которое, знаешь, никто не посмотрит. Но мне позвонили и сказали, что удали, пожалуйста, вот эти фотки. Я отказался. Мне сказали, Гарик, уже все там бойцы поп-ММА удалили. Ты не удалишь. Я такой, что вообще, чем вы мне вообще нашли, кем тыкать? Нет, я не удалю. И мне сказали, тогда ты сам понимаешь. Я говорю, я все понимаю. Мы поняли без слов друг друга, повесили трубки. А на следующий день мне мои друзья убедили заархивировать все посты, реально, потому что я собирался уезжать уже. И они мне говорят, заархивируют, когда у меня Песков появился вот этой буквой Z. И я, прикинь, отказался там от нескольких лямов рублей, чтобы на следующий день бесплатно все заархивировать. И я архивирую и думаю, какой ты дурак. Правда ли, что каждому армянину нормальному нужно по утрам увидеть гору Арарат, чтобы день прошел успешно? Я не знаю, я каждое утром вижу его. Крыльцо выхожу, она передо мной. А если туман? Туман я не смотрю уже. Я уже думаю, что я видел его, и ухожу. То есть, возвращаясь к вашему вопросу, Катерина, да. Да. Наш собирательный ответ да. Хотя сначала было мое нет. Но Хачатур меня убедил. Действительно, нам нужно смотреть на Арарат. Это как будто традиция, знаешь, грустить по чему-то, чего у нас нет. Сиван или истина? Подожди. Мы едем истинно. А истина – это Севан. Мы туда едем. Это озеро, высокогорное озеро. Она на 1900. Между прочим, второе место в мире по высоте и по объему. А на первом кто?
Сан-Франциско. Нет. Титикака. Титикака? Да. Ну, Это ремейк Мимино 40 лет спустя. Она на высоте, на 1900 метров от уровня моря. Это же огромная высота. Это просто мы так говорим. Но она... Это огромная высота. Да. И поэтому она чиста. Тут разводится рыба, не разводится сам сик, который искусственно нигде не выращивается. Искусственно невозможно. Если, допустим, где-то продают сик, это значит Севанский или Байкал. В Байкале тоже есть сик. К сожалению, так Да, не было. но она может иногда говорить, к сожалению, да. Сиг это вообще отсюда, можно так говорить. Уникальный рыбак, красивый. Ну, это просто отсюда привезли туда, да, всё или начиналось оттуда. в Ну, Армении, да, я да, уже поняла, да. эту идею я поняла. Христианство мы уже говорили, да? Что Христианство, Да. стендап, КВН, Да, да, все. квадрокоптеры. Почему армянский юмор это какое-то отдельное направление юмора, и почему этого нет нигде больше? Мне кажется, если взять разных комиков, то мы вообще очень по-разному шутим. То есть есть какая-то школа Евгения Петросяна, например, есть там Фрунзик Макартычян, есть там вот современных там Артур Чапарян, например. Вообще все разные виды юмора. Если брать что-то общее, мне кажется, что-то вот это южное открытое. Вот видите, вот даже вот пример человека, он стоял 3 часа, он с места не двигался, увидел камеру, просто лишь бы выпендриться, понимаешь? Вот это вот тоже есть такая тема, что мы вот как хотим себя проявить. Плюс, я думаю, нужно брать что-то контрастом с наших грустных глаз, вот этих глубоких. Знаешь, нужно как-то компенсировать это юмором, чтобы вообще люди не считали, что мы страдальцы вечные. Но я никогда не выезжал за счет каких-то армянских прям тем. Я рассказываю, например, в стендапе про жизнь армянина где-то, и, возможно, там что-то проскакивает, что с моей стороны, вот то, что я не русский мальчик, там в классе был у себя, ну, то есть, это нету такого, что я каждый раз такой, а вот кавказский, а вот армянский, а вот вы слышали, как русских, а у армян вот так, ну, то есть, я никогда такой не пытался брать. Мне даже кажется, что среди армянской аудитории меня не очень котируют из-за того, что я весь такой, знаешь, манерный такой, у меня какой-то говор не такой, то есть, я не слишком брутальный, маскулинный для аудитории армянской. Правильно говорит. Петросян по-другому шутит. Вам нравится? Честно, у него шутки как серьезные, понимаете? А шутка должна быть несерьезной. Да, у Петросяна очень серьезные шутки. Мы знаем, я вот говорю, это, ты пиво, а я рыба. Вот, да, она серьезный, просто серьезный. Фрунзик Макарчан в фильме говорит, это же не был сценарий, но он придумал это. Это когда он в Мимино танцевал? Нет, это наши горы танцевали, они действительно пьяные были. Действительно. А вы откуда знаете? Так это факт. Это рассказывала женщина, вот как раз в очках, что был. Она играла в этом фильме их командой, вот танцует. Чтобы не падали, она поднимает стакан. Серьезно? Ну вот Фрунзик легенда. Я вообще... Вот Фрунзик Макартычян — это гордость армянского народа, и мне кажется, это как раз квинтэссенция, вот этот собирательный образ вот этой трагичной судьбы, но при этом это один из лучших трагикомичных актеров, которых я вообще знаю. Мне кажется, в этом тоже вся и боль, но при этом какой-то оптимизм, и вот это вот все сочетание, очень вызывающие разные эмоции. Вот, мне кажется, Фрунзик... Я с ним нарды играл. Где? У нас приехали они на выступление, и еще не началось, там рядом дом был, сели я и Хостикян, Армен Хостикян, и Фрунзик, и еще ребята. Я с ним нарды играл. Ну и как? Кто выиграл? Ну, конечно, он. Это что? Ну, я же не могу выиграть, понимаете? Он же должен выиграть. Он же знаменитый. Как? Пускай выиграет. Знаете, ну, есть человек, которому смотришь, но все равно он эти делает, но все равно на него смотришь, не смеешься. А Фрунзику, когда смотрел, просто смотришь, уже у тебя смех появляется. Может, ты вспоминаешь его
эти, поэтому смех. Это правда, что одна из причин, по которой ты стал комиком, это то, что ты в детстве смотрел фильм «Мимино», и в нем был Фрунзик Мукртчян. Важно было для атмосферы моей, то есть я рос в семье, которая обожает советские комедии, который потом смотрела КВН, потом я сам смотрел Comedy Club, и то есть все время вот в этом всем. Ну и «Мимино» — это, конечно, самый, наверное, мой любимый советский фильм. Фрунзик Мукртчян и российская комедия нулевых — это вообще для меня два полюса, диаметрально противоположных. Что комедия — это такая область успешных, очень богатых, очень циничных и людей, которым пофиг на все, кроме денег. Да. А Фрунзик Мукртчян — это история про, в общем, бедность, про трагедию и жизненную, и вообще, и про забвение в конце. Да, это человек с тяжелейшей судьбой, который действительно народное достояние у нас, и тут все его безумно любят и ценят до сих пор. А тут и памятники везде, и тут и в центре, и в Дилижане есть там памятник Дион Леонов и Кикабидзе, и там вода рядом, что из Дилижана, что вторая в мире. Мне кажется, что он как раз как квинтэссенция армянского народа, что вот тут грустные глаза, вот этот он курит, и тяжелая жизнь, и там жена, там сын, и вот эти проблемы, но при этом он еще и комик прекрасный, то есть вот это все сочетается. Это вообще мой любимый жанр трагикомедий. Мне нравится «Солдат и слон». Фильм — это такой художественный фильм про войну, такой немножко сюрреалистичный, там как слон на войне, там такой он очень странный. Я в детстве его странный, смотрела, интересный, да. Вот. Вообще мне нравятся именно трагикомичные роли. Например, мне вот у Джима Керри нравится там «Шоу Трумана». У Саши Барона Коэна мне нравятся там какие-то его там роли там в сериале там «Спай», например, там «Шпион». То есть мне нравится, когда комики, выдающиеся, еще и могут вызывать другие эмоции. Для меня это вообще топыч. Что должно произойти, чтобы Армения расцвела и состоялась как большая, серьезная, самостоятельная страна? Чтобы люди друг друга поняли, не надо все это. Понимаете, наступил на ноги, надо говорить извините. Я думаю, это все? Все. Да, я считаю, что по миру очень много армян крутых разбросано, Конечно. которые очень влиятельные, много чего добились, и было бы круто, если бы все, например, что-то вкладывали здесь, я думаю, если что-то стабильно развивали. будет... Диаспора армянская, к ней вообще вопросов никогда не было. Когда надо было что-то собрать, все активируются тут же. Я помню, вот когда в 2020 году была вот война, мы там все там чаты создавали, то есть у нас была огромная помощь, то есть вот единение у нас присутствует. Я думаю, что нам действительно сложно во многом с соседями, так уж вышло, поэтому я считаю, что Армении нужны друзья на уровне стран, да, которые готовы впрячься за нас, чтобы помогать, потому что я считаю, что из Армении очень много что можно дать миру. Сила нашей страны, она в людях прежде всего. И вот как мы будем себя как бы держать в мире, так и будет страна процветать. Все будет хорошо. У меня предчувствие такое. Если у вас предчувствие, значит, все будет хорошо. Ты вытаскивал из тайской тюрьмы человека, неожиданно, которого многие уже не вспомнят, но мы помним, Никиту Литвинкова. Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. У меня же был проект, где я звал героев мемов в гости к себе, и я оттуда его... Я думал, что он пришел и ушел. Ну как, он пришел и навсегда остался в моем сердце, да. Невероятный человек, невероятной харизмы. А ты говоришь, что ты один живешь, то есть бывают дни, когда ты просто берешь домой бутылку водки, сидишь один. Я всегда беру бутылку водку, сижу один. Да, ты один заливаешься, любишь один заливаться. У меня только один раз был такой опыт в жизни. Нет, дело в том, что дело не в этом. Быть лучше одному, чем вместе с кем попало. И лучше голодать, чем что попало есть. Я вообще этот проект создавал, чтобы, знаешь, чтобы цель глобальная была такая, чтобы герои мемов не умирали потом как герои мемов только, чтобы, знаешь, не писали, что умер человек, который
ну ты индеец, я балдю, а чтобы люди видели, что это еще и люди, которые просто в какой-то момент случайно оказались в кадре и случайно их зафорсили. У них же очень тяжелая судьба, если задуматься, потому что раньше же такого не было, вот таких мемов, видеороликов, а тут повар спрашивает повара, и представляешь, как ему тяжело жить всю жизнь, что он вот просто из одного этого видео, где он ребенок, и ему на всю жизнь вот это прицепилось. И я хотел, чтобы как раз-таки вот глобальная цель была, чтобы люди видели, что они на самом деле еще люди, у них есть своя жизнь, чтобы они рекламировали какие-то свои новые проекты. А оказалось в итоге, что я просто как какая-то мать Тереза, которая всех приняла, и мы этой женщине, которая, я думала, сова, помогали там до последнего, она умерла недавно, к сожалению, и Никите Литвинкову мы там помогали, и то есть вот это все, знаешь, какое-то превратилось в какое-то просто тоже благотворительность. Ты спас его из тюрьмы? Я не думаю, что это я спас, но его вытащили, да. Я Где он сейчас? Он в России, по-моему. Он вернулся в Россию? Да. Но твоя страсть помогать довела тебя до того, что ты перечислил какую-то кучу денег фейковой Татьяне Лазаревой. Да. Как это было? Ну, мне в Телеграме написала Татьяна Лазарева, ее аккаунт, с которой у нас есть переписка, и она мне написала: «Гарик, привет». И все было по Татьяне Лазаревски, то есть все было так же. Она даже спросила, когда в Испанию, она меня так спрашивает периодически, то есть прикинь, насколько они изучили, вообще прошарили. Это вообще такая вот грустная история, что я месяц не был дома, потому что я дома, я называю Ереван, что я месяц не был здесь. И в последний день тура, у меня последний концерт в Лиссабоне, я перевожу ей эти деньги, потому что меня попросила, и я еду сюда уже из аэропорта, меня месяц нету дома, я еду. Мне остается 3 минуты до дома, и я лягу в кровати, я такой: господи, я был в туре, я заработал деньги. И я захожу к ней в Инстаграм и вижу, что она такая: не переводите мне ничего в Телеграме, это мошенники. А я ей там почти полляма перевел. Я такой: круто, съездил в тур. Отлично съездил в тур. И я такой: эх, как жалко, а как похоже было. И мне потом друзья говорят: а почему ты не позвонил ей, ну, типа, чтобы убедиться? Я говорю: ну, мы не настолько близки, чтобы я звонил. И они говорят: ну, настолько близки, чтобы полляма перевести. Я такой: да, это, конечно, глупо получилось. Но тогда я начинал пить антидепрессанты, и это помогло мне справиться, кстати. Я, правда, я к деньгам всегда относился легко. То есть я такой лег, и я такой: эх, крутой месяцок был в итоге. И я написал потом Татьяне Лазаревой в Инстаграме, говорю: прикиньте, Татьяна, я вам перевел такую-то сумму. И она такая: бля, ну ты-то чё? И грустный смайлик. И я такой: ну действительно, а что я ожидаю? Я, знаешь, что чувствовал? Я чувствовал какую-то обреченность из-за того, что сейчас так тяжело деньги дается зарабатывать. Знаешь, ты как будто ползешь по этой скале, зарабатываешь, и когда вот такая глупость, ты такой: да блин, и у тебя нет вот этой перспективы в виде букмекерских контор, в виде, знаешь, ВК, и ты такой: я не продам там какую-то фигню задорого, там, и типа мне опять придется сейчас ездить в тур, опять написать новые материалы, опять лезть, карабкаться. Но это тоже как урок, это тоже какой-то опыт жизненный. Как ты переживал развод Лазарева и Шаца? Ведь с Шацем ты работаешь, а Лазаревой ты перевел деньги. Ну вот так и пережил. С одним работал, другой скинул то, что заработал. Он же с нами начинал вот этот свой стендап-путь со стендап-клубом. И... Звучит, что Шац с нами начинал, звучит тревожно. Да, это наш пиздюк. И мы с ним начинали, мы ему писали. И в какой-то момент мы с ним там вдвоем закорешились и что-то планировали, какие-то там, я не знаю, проекты. И вот сейчас он мне как-то позвонил и сказал: вот есть такая-то тема, хочу вот ездить по иммигрантам. Я подумал, что странно ездить сейчас по иммигрантам, потому что как будто все и так интервью берут у них. Но потом мы нашли какую-то другую сторону этого проекта, что нужно показывать, что не все так плохо, что нужно продолжать жить, созидать, строить что-то, и что жизнь не кончена, надо показывать, что все может быть, что да, это тяжелые обстоятельства, но вот мы вот приезжаем, и вот как человек устроен. И мы на ходу вот буквально сняли. Мы когда снимали первую передачу, мы даже название не знали, прикинь, мы просто в Тель-Авиве уперлись в стену, на которой написано «Ради чего», и я там прям в кадре сказал: о, давайте так и будет называться. И мне нравится вот эта легкость в передаче, знаешь, что ты показываешь, что ну да, вот есть такое, но люди живут, продолжают, улыбаются, и мне нравится с ним химия, мне нравится, что... Ты мне несколько раз про него сказал, что он как твой приемный отец. Да. Ну, какой-то у нас, знаешь, он и приемный отец, и приемный сын, из-за того, что мы ему начали помогать в стендапе. Ну, как будто он наш младший в стендапе, но старший как мужчина, знаешь, чтобы нам подсказывать какие-то вещи. Поэтому мне очень гармонично с ним, мне кажется, с ним классно работать, и я с удовольствием всегда еду сниматься. Ты для себя нашел ответ на вопрос «Ради чего»?
Блин, почему я это не подготовил? Это же было на поверхности. Я думаю, что в том числе ради себя, ради своего будущего, ради своего спокойствия, ради гармонии внутри себя, ради своих принципов, ради своей позиции. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Блин, милосердие или справедливость? Справедливость. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. Что будет дальше? Дальше будет тяжело. Я считаю, что мы живем в апокалипсис, и вот мы русскоязычные люди, и русскоязычная миграция, и вообще я считаю, что это очень интересное время, чтобы как раз-таки показать себя и проявить как человек, и чтобы что-то сделать очень важное. Поэтому мне кажется, что дальше будет много интересного, трудного. У меня нету какого-то суперпозитивного ответа. Знаешь, я не буду говорить, что мы все справимся. У меня не поворачивается язык. Трудное время, нужно справляться, нужно заниматься собой, нужно в себе вот этот стержень взращивать, чтобы уметь выдержать все. Нужно быть честными перед собой. И я думаю, что дальше нас ждет, надеюсь, карма. Надеюсь, нам воздастся за все, что мы делаем, и нам прилетит все-таки что-то хорошее. Потому что не может же быть только плохое. Итак, ребят, если Нет, вы Гарик, это твое решение. Если вы через полгода увидите, что я спился или сторчался, это началось вот здесь. Да нет, ладно, мне... Дети, алкоголь ладно, это вредно. Да, мне разрешили чуть-чуть выпить, и я чуть-чуть выпил. Я собираюсь понижать антидепрессанты и надеюсь, что я выберусь из этой тяжелой рутины. Какой ужас. Давай, Кать, спасибо тебе за все. Блин, это вкусно, это армянский кофейный коньяк. Да, Арарат, молодежная линейка. Я попрошу спонсорства.